Так, доллар. А как повернуть-то? А кто его отключил-то? Короче, мне надо повернуть. Так, сейчас. Странно, да? Почему он не поворачивает? Так. О, Мухаммад, алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Джума мубарак, хоть и поздно. У вас уже прошло, да? Или еще нет? 2 часа разница, да? Короче, я приперся, как обычно, на зарядку. Это место я бы вам показал бы, конечно, показывать нельзя. Этот сзади меня просто камера. Поэтому я очень далеко сижу. Мне надо ближе сесть. Сейчас, секунду. Сейчас. Очень ближе надо сесть. Очень далеко от дивана у меня стоит. Надо сближение. Выходной. Короче, придумал тему я. Короче, выходные дни. Поэтому будет вот такая ситуация. Обратно про что эфир будет. Вот что за эфир, давайте. Да, эфир, предлагайте эфир, что будем говорить сегодня. Какой эфир будем делать? Ну, я там один эфир посмотрел, конечно. О, салам алейкум. Короче, у меня сейчас сегодня два WhatsApp будет, короче. И это, короче. 2 WhatsApp будет. На всякий случай. 2 WhatsApp говорит. 2 Ютуба будет. Туплю конкретно уже. 2 Ютуба будет, если что. Вдруг там будете, короче, сидеть и там, и тут. Потому что ТикТок я не хочу. В ТикТоке толка нету, там никто не сидит. Там какие-то странные люди. Раньше сидели, сейчас вообще не сидят. Вот так, будет один эфир Башкортостан, вот этот будет, а слева будет Куандык 2025. Вот так вот. Надеюсь, головоломка никто не придет, мне мозга не будет сушить сегодня никто. Ну я более-менее уже диваны тут кто-то притащил. Хайрлы гишляр, всем салам еще раз. Нормально? Надеюсь, ну вот, если что, пишите, я вижу, в очках вижу я, иншаллах, смски. Пишите, я как бы сегодня растусил телефоны, все подключаю, подключил то, что у меня есть. Вот, так, все. Я присел, чай я налил себе, так. Даже не знаю, брат, вон сегодня украинский дрон Грозный Сити разбомбили. Не слышал, брат? Вот не слышал сегодня или вчера что-то было, нет? Или сегодня уже Грозный Сити бахнули. Вроде бы один день слышал, что бахнули по какой-то Росгвардии, что ли, Чечне, или что-то было, кому-то бахнули, что-то я не помню уже. Я честно, сегодня новости не смотрел, будем смотреть, может, посмотрим, что происходит вообще в мире, посмотрим. Но я одну вещь там увидел, жестко интересную вещь, я закидывал сегодня только, интересная тема меня аж задела, то, что в Узбекистане будет, намек такой, да, после президента, может быть, дочку поставить хотят. Это уже какой-то звоночек и намек какой-то странный. Это раз. И второе, сколько золота вывезли из Кыргызстана. Друг, для кого ты стрим ведешь? Тебя 2 человека смотрят. Ну, ничего страшного, 2. У меня здесь запасной YouTube у меня, справа у меня другой YouTube. Если что, и там тоже вы можете увидеть меня. Так. Вчера тоже были удары, сегодня Грозный Сити эти высотки разбомбили. Нифига себе, да? Ну, давайте посмотрим, интересно, блин. Интересно. Ну, наверное, это внутри Украины чеченцы, наверное, бомбят.
Ах, этот, Закаев сила, Закаевы, может, бомбят. Вот. Так. Вот, давайте начнем с прикола, короче, как раз вот. Дон всемогущий про прилет дронов в Чечню. 1 день назад. Конечно, там написано. Да, про Дон Дигидон давайте этот, поговорим. О, что тут он говорит? Давайте с прикола начнем сегодня. Вот. Как раз тему... Очень сильно Дон возмущен вопиющими действиями всех вот этих Дон украинских беспилотки летающих препаратов, которые Дон недавно прилетели в Чечню без моего разрешения, Дон. Так, где же? Я очень, можно сказать, недоволен. 2 человека это уже армия. Нет, вот именно в Куандыке сейчас 10 человек, а в этом 3. Как бы вот так, да? У кого есть, я думаю, и там, и тут могут смотреть. Где лучше, там и будут смотреть. Очень недоволен этим, Дон, потому что без моего разрешения в Чечню никто и ничто не может ни прилетать, ни приезжать, ни приплывать, ни приползать, ни приседать, ни прикрывать, Дон. Даже я без разрешения ничего тут не делаю, Дон, пока сам себе не разрешу что-то тут делать. А разрешаю я себе тут абсолютно все, Дон. Даже перелетные птицы, Дон, которые летят в потные края, 10-й дорогой, Дон, облетают в Чечню, если я не дал им своего разрешения, Дон. Ветер, который возникает на территории Чечни, дует с той скоростью, с которой я ему, Дон, разрешу. И только в ту сторону, которую я покажу, вот так вот, Дон. Чтобы понимали, Дон, солнце у нас появляется только тогда, когда я открываю глаза, Дон. Ну, нормально, да? Как только я глаза закрываю, оно сразу же исчезает. Боится меня, Дон. Я иногда вот так вот делаю, короче, Дон, и солнце быстро появляется и быстро исчезает. Вот так вот я его гоняю то туда, то сюда, Дон. Если вы видите месяц на небе, вот этот тоненький кусочек луны, Дон, это она тихонько выглядывает, чтобы спросить меня, можно ли ей появиться, Дон. И только после того, как я через неделю дам ей свое, Дон, разрешение, луна появляется уже полностью. И светит, Дон, только как я ей разрешил в 3 режимах: теплый, холодный и нейтральный, Дон. Вы никогда не задумывались, почему на... Ну, что-то не так уж прикольно, короче. Он еще жив, Дон. Ну, Мирноград, Сера, тяжелые бои за город. Короче, тут написано... Ну... Тысячи причин гражданской войны. Это вчерашнее. Я не знаю, почему вот вчерашние показываются сегодня. Вот нету вот этого вот обновления. Вот 1 день назад. Вроде бы по-новому я сегодня только зашел, да, ведь, и показываются только вчерашние новости. Вот только вот чисто вот нехто только есть. США уступили Путину, Зеленский сделал что-то 5 часов назад. Ну, нехто-то мы смотрим, да, допустим, да, там такое хайповое название, а туда внутрь заходишь, дичь какую-то несут. Вот реально, там вроде думаешь, о, все, классно, и фигня получается какая-то полная. Вот так вот. Ну, я думаю, все-таки лучше пока в данный момент, если мы в этом... В устной форме, если мы не найдем, то, я не знаю даже, орки валяются 200 Дон. Да. О, Олег, ты откуда? Так.
Ну вот такого вот прям свежего видоса почему-то у меня вот не выставляет канал YouTube, не знаю. А какие-то, то ли у меня ограничения. Читая комментарии людей, кто-то считает, что это провокация со стороны ФСБ, чтобы объявить мобилизацию, а кто-то утверждает, что это именно украинский фронт, кому верить, не знаю. Украина, ВСУ и дрон. Бля, уже свет вырубает. Да, встали уже. Еще 10 нету, свет вырубает. Надоело. Так. Интересно, да? Слева 6 человек, справа 5. Так, сори, да? Итак, давайте поговорим, да? Поближе поставлю этот свой чат, чтобы не вылилось. Ну да, темнеет, потом врубим этот фонарик, если уже сильно темно станет. Так. Давайте почитаем новости. Ну как новости? Которые есть в Телеграме. Оттуда, может, что-нибудь выясним, что произошло сегодня вообще в мире, так сказать. По новостям слушать в этом шуме я даже сам не слышу. Вам, наверное, тоже будет тяжело слышно будет. Потому что пока шумно, народ еще не спит. Да, 8 человек, слева 2 человека. Ну тут меняется туда-сюда. Так. Самое интересное. Мне только что написали из Москвы, что в аэропорту чпокают всех подряд. Так что не вздумай, сказали, возвращаться. Ну, мне это вообще, конечно, нельзя. Это вам тоже как бы так. Объявление такое. В Москве в аэропорту чпокают всех подряд. Жестко. Поэтому как бы туда нехер лезть. Если кто-то тут вдруг меня смотрит в Европе или еще где-нибудь, так что в Москву не едьте. Ну, точнее, не то, что в Москву там, вообще никуда не едьте нафиг. В сторону России. Это все, будете Навальным потом. Вот. Навальным будете. Как раз такого чувака сейчас вот загрузил я недавно. Одного чувака так запихали, короче. Который вообще местный здесь, там, с 2000 годов здесь живет. Но его, короче, за какой-то СМС, короче, и пихнули своего же узкожопого. Который не при делах. Так, ну что-то я тоже тут свежего ничего не вижу. Не, может просто напишите этот, что произошло сейчас, найдем. Если уж эту тему давайте, если про то, что там в Чечне произошло. Так, что прилетело в Чечню сегодня? Ну, сразу дроны в ночь на 5 декабря атаковали Чечню. Ну, давайте вот 24 ТВ ЮА. Может, оно как бы не лжет. Так, взрывное утро в Чечне. Дроны поджарили важный небоскреб возле резиденции Кадырова.
В Грозном после атаки БПЛА поврежден небоскреб Грозный-Сити, расположен в 800 метрах от резиденции Кадырова. В здании размещены офисы нескольких органов власти. Ну это как у нас Уралсиб. Как у нас Уралсиб, подобие этого, короче, Уфе. Ну, явно уж выше Уралсиба, наверное, это. Ну да, так, ну, что сказать уж. Я-то думал, как этот, блин, в сентябре те два братья в Нью-Йорке, или где они, чпокнулись, прям донизу. Вот донизу было бы, наверное, было бы, да, как-то интереснее. Так, российские СМИ жалуются, что в последнее время участились атаки на Чечню. В частности, утром 5 декабря взрывы слышали в Грозном. Там дрон попал в небоскреб, расположенный в 800 метрах от резиденции Кадырова. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российский телеграм-канал. Ну, что известно о взрывах о Чечне? Росми утверждает, что прилет был в небоскреб комплекса Грозный-Сити, башня, в которую попал дрон, расположен в 800 метрах от резиденции Рамзана Кадырова. В ней размещены офисы сразу нескольких органов власти, пишут россияне. В частности, согласно данным картографических сервисов, здание разместили Министерство Чечни по туризму, региональный департамент по связям с религиозными общественными организациями, региональное управление Минюста, Совет безопасности Чечни, Счетная палата республики, приемное место омбудсмена, приемная Единой России, избирком региона. Поблизости также расположено здание ФСБ. Взрывы прогремели вблизи резиденции Кадырова. Вот. Шкату тоже покажем. Если видно, не видно. Так, и сюда. Но на опубликованном фото видно серьезное повреждение фасада 28-го этажного здания, 8-этажного здания. Об пострадавших пока не сообщалось. Последствия атаки на Грозный, смотрите видео. Похоже, что по небоскребу успешно отработала российская ПВО, или же беспилотник туда направила РЭП. Во время атаки утром РСНС даже закрывал несколько аэропортов Северного Кавказа. Последствия атаки на Грозный, смотрите видео. Последние атаки на Чечню. Да, ну давайте посмотрим, если тянет. Ну это тут дичь какая-то, не видно. Ну чисто какие-то последствия только. Ё-моё. Ну чё там, ну здание. Но мы одно должны понимать, такие атаки, да, или они больно слабые, или больно такие предупредительные, или как тот вариант, то что это сделали сами узкожопые, чтобы как бы нагнать какой-то шума, да, как сказать, шум сделать. Охренеть, вырубили. Ну типа нагнать шумиху, подобие того, что, ну типа попугать народ, что ли, или что-то в этом роде, короче, да. Вот так будем сидеть, да, ведь. О, я с вами, главное, я здесь. И поэтому я считаю, что это нужно будет так сказать, сегодня сразу вердикт какой-то мы не можем, гадать только мы можем. Может там завтра, послезавтра там будет какой-то от этого свежего, так сказать, взрыва, ответы какие-то. А так мы что можем? Пока ничего не можем даже придумать даже не можем. Вот так вот. Но от себя могу сказать одно, что такие же действия нужно делать по Башкортостану и Татарстану. Вот это я точно могу сказать. Надо херачить по Хабировской хате. Не по каким-то там думам, пумам, блин. По Хабировской хате нужно долбануть. И по Минихановской хате надо долбануть. Вот по ихним хатам. Чпокнуть их. Поджарить их жопы. Потом только, может быть, они поймут, что это такое. Но они не поймут этого. Не поймут. И в итоге получается просто, так сказать,
уберутся главы, поставятся другие ублюдки. Ничего такого, ну, сверхъестественно не поменяется у нас. Вот хотелось бы, конечно, это сделать вот нашими руками. Это было бы более как-то, знаете, эффектно было бы. А то, что сделает это Украина своими этими, ну, как сказать, беспилотниками, это как-то, знаете, как то же самое взорвать бензоколонку где-нибудь там, МПЗ какой-то там, Сертамаки, то же самое. От этого толка нету. Поэтому наши действия, я думаю, в таком понимании были бы ущербнее. Почему? Потому что мы или там полностью уничтожили бы Хабирова или там Миниханова, и уже был бы такой, ну, так сказать, входные санкции, да, так сказать. Мы открыли бы себе дорогу, войти туда, пока там не разбериха, и пошло-поехало. Вот только таким образом мы могли бы навести какой-то шорох и уже двигаться на сторону Москвы. Ну, а это то, что Украина бьет, ну, знаете как, им дали американцы бить дальними ракетами, но они до сих пор, вот уже сколько, да, месяцев прошло, до сих пор не могут ударить по Москве. Поэтому я и удивляюсь. Почему? Потому что им сказано было, ну, сказано явно, дали-то дали, но использовать нужно по инструкции Америки или там Европы. Поэтому, знаете, эта война уже как бы для меня реально стала какая-то игрушка. Вот сказал, стреляй, кто-то, да, он будет стрелять. Сказал, не стреляй, не стреляют, короче. Получай по жопе, они получают по жопе, получается, от России. Вот типа такой, понимаете? Какой-то садомаза происходит в Украине. Они ни хера, так сказать, самодостаточно не могут делать свою волю. Им запрещает это. А как так можно воевать, я не могу понять. Когда у тебя полнарода умирает в Украине, да, и на тебя, так сказать, вот эти орки нападают, а ты еще думаешь, как же мне стрелять? Как же мне стрелять? Поэтому, вспоминая вот этот момент, соединения там, или татарские роты, там, или Сибирь роты и так далее, вы понимаете, и тоже на хомуте. Вот так за веревку вам чик тянут кто-то, так, далеко не иди, только иди сюда. Вот так, короче, так нельзя. Так нельзя воевать, блин. Это твоя жизнь. 24 часа, так сказать, грубо говоря, это твоя жизнь. Что произойдет с тобой за 24 часа, если ты на коротком поводке воюешь против огромной зверь-машины в виде этой пидорасии? Как можно так воевать, блин? Если бы таким образом это дело воевала бы, допустим, та же Сирия, которая сейчас осада чпокнула и зашла, то бы она то же самое делала бы. Они бы не передвинулись бы и не захватили бы власть. Почему он захватил власть? Потому что у него было только вперед. А у нас что? Алга кричим, как и Казахстан тоже. Алга, Казахстан. Никто ни Алга, ни Арка, блядь, ни туда, ни сюда, блядь. Все сидят на жопе ровно. Где Алга, Казахстан? Даже в независимом Казахстане Алга, Казахстан не работает. Подавно у нас. Откуда может в Башкортостане, Татарстане Алга ходить, если мы Алга сами не идем? Вот так вот. Поэтому, исходя от таких каких-то странных действий Украины, ну, я думаю, как-то должны, наверное, ясно понимать вот эти Закаевы, всякие, вот этот чертов, как его, Кашапов. Они должны понимать, что этим бессмысленным вот этим действием против Москвы мы ничего не добьемся. Ничего. Поэтому я всегда вот говорю, давайте будем конкретно уже к этому вести все диалоги. И Айсин, и Габасов, все мы должны к этому идти. А тут на днях был мне вопрос здесь. Я ошарашен до сих пор. Ну, не знаю, он увидит меня, не увидит меня, не знаю. Был разговор на днях с одним человеком, так сказать. Этот человек удивительно удивил меня.
так сказать, сразу завязал шнурочки, можно так сказать, сейчас я буду как-то фильтрованно базар вести. Завязал в тряпочку язык, даже можно сказать, не знаю, как это. Короче, потерялся. Человек потерялся от моего присутствия. Почему, я не знаю, так получилось. Человек, вроде бы, по его словам, топит, ну, топит, я не знаю, пока топит, не могу сказать, за что он топит, но разговор был таков, что вопрос мне поставили в наглым образом, прямолинейно при людях. Вот здесь это происходит, вот здесь. Поставили при людях, почему я эту тему затронул, это вот как раз касается Украины. Вопрос, а вы за что топите? Мне вопрос ставят, а вы за что топите? И как у вас там? А какая цель? А какой план? Я ошарашен. И этот процесс идет возле людей. Я говорю, ну, за это, короче. Я же откровенный человек. И потом бах-бах, и человеку человек звонит. Точнее, он позвонил этому человеку, который как бы дистанционно мы знаем друг друга. И резко тот потерялся, так сказать, на какое-то время. И потом выходит через день, я уже тот день не стал его тревожить, и все, человек в дистанции. И о чем можно было сказать, что человек отделился, на дистанцию ушел? Получается, мои подозрения. Человек сам неровный, это раз. Человек находится в секте, это два. Ну, вы понимаете, что за секта у мусульман. Третье. Человек вылез из Украины. Это тоже звоночек. И это я в наглую говорю на эфире. Почему? Потому что земляки так не делают. Вот, допустим, у меня есть земляки, которые топят за меня. Но когда человек ниоткуда приходит, хоть и земляк, и перестает с тобой вот это действие общения, вот общение остановилось, прервалось на ровном месте из-за звонка одному человеку. Получается, этот третий человек наговорил про меня, наверное, ему, чтобы он остерегался меня. Я так думаю. Почему это так резко поменялось, я не знаю. В итоге он примерно меня узнал, от меня какую-то информацию, но про себя не рассказал. Почему? Потому что человек из секты. Понимаете? И мое предположение. Потому что нормальный человек, он с нами идет, а который в секте, он не идет с нами. У него своя мораль. Мораль другой темы. И еще один вариант есть, другой. Почему человек отошел от меня? Потому что у него есть сказка. Сказка о том, что нужно здесь говорить, а что нельзя говорить. Что можно вытянуть у человека, а что дальше уже не надо заходить. Исходя от этого, у него, так сказать, учителя его сказали, ты так просто закидываешь какую-то удочку, чтобы потом здесь ровно на тебя смотрели. Ну, как смотрели на тебя? Не ровно на тебя смотрели, а говорили о том, что ты в итоге, получается, чуть-чуть закидываешь удочку для того, чтобы у тебя здесь прошли твои документальные дела в полном порядке. Но вам сейчас это не понять. Но поймет только тот, который меня здесь вдруг в дальнейшем увидит, он и поймет. Больно раскрывать я не буду, о чем речь идет, но человек поймет. Поэтому, исходя от этого, когда человек, в начале эфира я сказал, в Москве ловят всех, так что Шереметьево, Домодедово, Внуково не вздумайте заезжать. И вот люди, которые приехали сюда, думают, что таким образом они прокатят здесь, да, так сказать, прокатят, знаете как, в том, что его дела,
таким образом кто-то это рассмотрит. То, что он там откуда-то бежал, что-то у него произошло, тырым-пырым-пырым, и тебе параллельно какие-то вопросы задают, ты за что топишь, короче. А про себя, когда вопрос уже ему должен был идти уже, когда он освободится, ему должен был вопрос уже поступить. В этот момент он начинает избегать тебя. Он избегает тебя и избегает жестко. Тусуется с другими людьми, но к тебе не подойдет никогда. Почему? Потому что тот третий человек про тебя что-то сказал ему. Вот и все. Вот такая ситуация у меня произошла. Но я знаю, что этот третий человек рано или поздно меня посмотрит в этом эфире. И этот третий человек живет в Польше. Чувак наш из Башкортостана. Так что это тебе касается, братишка. Поэтому такие дела делать нельзя. И поэтому я всегда говорю, кутыня жауап бир. Вот это и есть. За жопу нужно отвечать. Если ты не можешь за жопу отвечать, баламутить тему нельзя. Нельзя. Поэтому я как стоял на своем, буду стоять. Айсен пока не заговорит, блядь, про оружие, для меня он пидорас. Габбасов пока не заговорит про оружие и не заговорит со мной, особенно Габбасов, тоже гандон последний еще, тот, блядь. Их, блядь, пока я буду жив, Габбасов и Айсен не подойдут никакой власти Башкортостана и Татарстана, блядь. Вот это я точно знаю. После вот этого инцидента, то, что вчера у меня произошло, я это уверен в этом уже стал. Уверен в этом. И уверен в одном. Башкорт, блин, татар, именно в Башкортостане, будут враждовать, блядь, нахуй. Тоже для меня уже не секрет, блядь. Поэтому, когда вот этот, если вот этот вчерашний инцидент не был бы, этого не было бы в моих мыслях. Но эти мысли уже пришли к реалити, ну так сказать. Была она где-то у меня, может, спрятана, но она пришла уже наяву, так сказать. Мне уже пришлось это сказать. И вот я понимаю, что башкортлар пытаются взять как бы свой Башкортостан под контроль. Но пока мы вот такие метисы есть, этого не будет. Когда Башкортостан будет взят под контроль, если там какое-то будет действие против татар, получается, у нас будет пизда, блядь. Враждовать будем жестко, блядь. Понимаете, да, смысл? Поэтому, исходя от этого, после движухи Габбасова и кто с кем тусуется, точнее, те, которые тусуются с Габбасовым, вы не думайте, что вот эта тема, она развеется, забудем и так далее. И, кстати, это касается еще, такие темы будут касаться и Дагестана. В Дагестане тоже так же будет. 36 народов. Кто кого там будет, непонятно, блин, делить. Как вы там эту шкуру медведя будете делить, тоже будет вопрос. А здесь у нас всего лишь 2 нации. 2 нации, и этот инцидент уже наяву среди вот этих людей, которые пытаются идти за независимость. Это полнейшая дичь, блядь. И эта дичь, сказать, была у меня до сих пор не разобрана в голове. Я пытался это разобрать во время Кашапова, во время того-сего. Но я понял, что в Башкортостане идет... Это с первых дней, помните, я всегда вам говорил, почему Габбасов против татар в Башкортостане, ла-ла-ла. Я же с первых дней я это сказал. И Кашапову вопрос это задавал, всем это задавал. И что-то меня кто-то успокоил. Все будет нормально, сказали, все будет нормально. Нихуя нормально не будет ничего. Пока вот такие Габбасовые, как будто бы себя ведет таким чистым щи-башкортом, нихуя нормально ничего не будет, блядь. Ничего. Почему? Теперь я вам растолкую суть, почему эта тема глубоко сидит, так сказать, и про это неохота было выносить на эфир. Потому что пол Уфы, можно сказать, блядь, вся Уфа это татары. Татары, это вот мы. Я оттуда. Там, сблиз какой-то деревни, ну, не буду
Кто знает, знает. Нет, нет. На эфире не буду трезвонить, откуда я. Короче говоря, эта вся сторона, блядь, я не знаю, не то, что с моего детства, блядь, веками она, блядь, там татары, там, блядь, пиздец, блядь. Поэтому я выносил этот разговор по-другому. Что Башкортостан, Татарстан и Башкортостандагы татарлар будут все совместно делать, всю эту движуху. Совместно. Но из-за того, что, блядь, нахрен, вот такие есть у нас личности умные, которые на меня наводят какую-то пургу, я понимаю, что от этой пурги, ну, так сказать, лучше не будет в Башкортостане. Лучше не будет. Поэтому мы должны сейчас это решить среди участников, которые топят за независимость наших республик. Если мы сейчас эту тему конкретно не решим в виде там, подобия Габасова там, и других, которые топят за Башкортостан, не говоря о том, что там в Америке там есть пару личностей, которые тоже за эту тему топят. У нас ни хера хорошего не будет, Дуслар. Ни хрена ничего не будет. Потому что мы здесь видим, как Кашапов своих всех растербанил, своих, кого он набрал себе за 30 лет кучу, всех нахрен послал, грубо говоря. А мы здесь еще даже не собирались. Башкортлар не собирались, но они сделали жесткие такие действия, чтобы татары не выступали внутри Башкортостана. Эта тема не прокатит никак. И я не выдумываю. Это вот именно то, что я не мог больно сильно афишировать. Я афишировал про это всегда, но не так сильно, пока меня самого лично это не затрагивает. Поэтому я думал, ну, сейчас пройдет, потому что мне что делить-то? У меня и башкорт қаны бар, и татар қаны бар. Мне делить-то нечего, блядь. Делить-то мне нечего. Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что когда мы берем не только Башкортостан, и Челябинск, и Екатеринбург, Пермь, блядь, все до моря, мы там заебемся, туганлар, искать башкортов как стоги сена. Поэтому наша задача собрать туда максимально всех, и татар, и башкиртов. У нас не будет такого деления. Я вам в каких-то эфирах объяснял это раньше. Потому что в Перми хуево туча татар, перемешанных, переебанных с башкиртами. Это уже звоночек к тому, что, блядь, не будет, блядь, башкирткана или татаргана, блядь. Не будет этого. У нас будет все совместно. И совместно мы должны эту тему делать именно внутри Башкортостана. А в Татарстане, я говорил, они сами разберутся. Татары сами разберутся. Там у татар как раз-таки деления нету. Есть только деление с манкуртами, как и у нас. Но если у нас еще будет деление, блядь, башкорт и татар, ну это уже пиздец, блядь. Это уже ни в какие рамки не влазит. Примерно так. Поэтому мне аж, ну, пока это трезвонить не могу, я до конца это узнаю, что за чел, короче, это, да, ведь? И мы потом уже будем думать. Потом уже будем думать, где, что, почем. Что-то интернет зависает. 25 человек справа, зависает интернет. Вот примерно так. Просто я это чисто вспомнил эту тему, решил про это проговорить. Еще вот нормально. 3 человека слева, 22 справа. Пока эту тему я приостановил, но эта тема как бы не закончилась, Руслан. Не закончилась, потому что мы будем эту тему еще, так сказать, прокручивать. Теперь вот в тот день я уже не говорил, давайте вот по моим телеграм-каналам пройдемся, очень много тем были закинуты, но я их еще не читал, эфир же не делал. И вот одна такая интересная тема, везде она прокрутилась, везде я его должен прочесть. Вроде я про это не говорил. Секунду.
про то, что про мечеть, которая, или я говорил, или не говорил, не говорил. Вот, как тюменские чиновники требуют снести мечеть. Администрация Тобольского района Тюменской области обратилась в суд с требованием о сносе мечети и остальных зданий историко-мемориального комплекса Искер. Об этом в соцсети «Контакт» сообщила председатель Совета РТО наследия по Тюменской области Луиза Шамсуддинова. Ранее она же стала инициатором установки незаконного памятника жене хана Кучума Сюзге Ханым. Не помню, я читал или нет это. 3 декабря я закидывал. Администрация Тобольского района требует снести все построения. 27 ноября администрация обратилась в арбитражный суд и с иском о сносе. С 2007 года по август 2025 года была аренда земли, согласованы проекты. Документы получены о разрешении на строительство. Введены объекты и оформлены незавершенная мечеть и памятный знак. До конца аренды несколько раз администрация отказывала ввода мечети Искерской. Аренду администрация не продлила, собственность землю не продала. Решила обратиться в суд с иском с требованием снести все, что есть, написал Шамсуддинова в соцсети. Самое печальное и интересное в тот же момент здесь, знаете что? Вот и в Москве также было, в Бутово. Люди купили коттедж и сделали там молельную комнату. Ну, по идее, может, и сами они ошиблись. А с другой стороны, они купили, и они там его сделали под мечеть. А в чем проблема? Никто не кричит, ничего не делает. Если даже азан даже в тихом форме установили. Но все полностью, ну, просто тупизм. И это происходит в Москве. Окей, это эти узкожопых места. Окей, мы закрыли эту тему. Но как это можно в Башкортостане, в Татарстане, в том же вот этом Тюменской области, вот этих местах нам запрещать в своих наших, так сказать, землях, родных землях запрещать молиться, мечеть туда-сюда? Почему это мы терпим? Но мы же не можем, допустим, я один вернуться и сказать, почему мы это терпим? Да меня грохнут в тот же день. Почему мы не можем собраться даже по этой теме, если узкая община собирается, а мы не можем это сделать? Почему у нас происходят вот такие какие-то, движения, которые мы не можем сделать даже, просто выйти это сказать? Почему мы не можем это делать? Не как этот Алсынов, конечно, вышел, ляпнул что-то, а выходить надо 100, 200, 300 тысяч. Не 5 там тысяч, как у Алсынова, там 10 тысяч, или там кто-то писал 25 тысяч в конце до концов. Не так. 100, 200. А что? В мечеть же, допустим, народ идет, в мечеть же идут, там, допустим, 50 тысяч собралось в мечеть, говорят. Допустим, на Уразу Байрам или куда-то. А что, нельзя собраться, что ли, 100-200 тысяч мужиков, которые пойдут против этого? Заставят Абирова достроить Аль-Рахим в Уфе. Везде, где не построено, где сожгли и так далее, восстановить все. В чем проблема? Нет же тут проблем, чтобы это сделать внутри. Это же не то, что идти на Москву. На Москву пока не надо идти. Хотя бы за мечеть встать же можно, когда узкая община орет, ходит, что, блядь, говорит Уфа, русские, с ними Бог. В Уфе. Понимаете? А мы не можем выйти в Уфе, сказать, так, Аль-Рахим построит, это построит, 5-10. Почему мы не можем это сделать? Вот такие моменты. Почему? Я постоянно это в эфирах разные какие-то моменты выходят. Почему и почему? А нет ответа. А мы знаем ответ. Ответ, я тоже сегодня как раз таки грузил о том, что чувак, который я только что рассказывал, история Михаила Лошинина. Рассказали Север Реал. По словам матери, перед поездкой в Россию ее сын не чистил WhatsApp, поскольку не считал переписку с украинскими друзьями преступлением.
И все. Его взяли за жопу, и все, его хотят засунуть там на 25 лет или что-то такое, короче. И все, вот, он сидит в СИЗО. Все, он сидит в СИЗО, вот покажу эту особу, так сказать. Вот, чувак. И все, и это сплошь и рядом. Ну, это узкожопый, окей, ладно. Может, он нормальный, не нацик, мы же не знаем. Но самое интересное, что по Башкортостану и Татарстану по мечетям никто не вышел. Почему? Потому что на днях мы что-то разговаривали с одним человеком, с моим близким, насчет засланных этих мулла вот эти, все вот эти камильчики, помильчики, вся эта дичь. И, так сказать, чуть-чуть у меня тоже тупит интернет. Вот веря вот этим людям, допустим, да, вы же верите в них, а почему вы этим мулам не можете сказать, а почему мечети нету, почему тут этого мечети нету, этого нету. Вот прямолинейно задайте своим мулам, имамам, почему насчет мечети. И что же они вам ответят? Это ничего не ответят. Продажные шкуры. Они скажут, ну, и все. И знаете, вот здесь тоже сейчас я это прочитаю. В тот день только пришла она. Вчера. Это тоже я в эфире скажу. Вот дошла информация от одного брата из Турции, который учится в медресе. Отправляются люди, которые следят за выходцами из СНГ или сливают информацию. Госорганы, открываются дела. Когда человек приезжает обратно, отучившись в Турции, условно Таджикистан, Россию или Узбекистан, его сажают. Это достоверная информация пришла от человека, который там, так сказать, учится. Понимаете? И потом üstüne пришла сегодня информация в Москве, и если в Москву сунешься, тебя возьмут за жопу, сказали. Понимаете? Даже не в Москву, это всю, в любую Россию точку зайдешь, за жопу возьмут. Потому что вот этот чувак узкожопый зашел через Псков, блин. Литва, Латвия или что там она, с кем она граничит? Псков этот, Эстония или что? Оттуда он зашел, и его уже взяли. В какой-то дыре взяли его. В дыре пешком прошел, его взяли. Я еще когда-то летом вам говорил, есть чувак один знакомый в Португалии. Он тоже поехал на поминки отцу. И его там, грубо говоря, задрочили в аэропорту Домодедово. Он не в Шереметьево упал почему-то, в Домодедово приперся. Не знаю, какими зигзагами, он в Домодедово прилетел. И в итоге, получается, его взяли за жопу, он еле как оттуда вышел. Человек старше меня и как бы вообще нихуя не при делах. Притом, родом он с Казахстана, там недавно только, блядь, у него где-то там, ну как, недавно, когда-то он получил гражданство. И он, получается, гражданин Москвы, блядь, еще, блядь, нахрен. У него московская прописка. А сам он чуваш. И самое интересное, доебались до него. Где, что, почем, зачем, блядь, нахуй. Нахуя у тебя там ВНЖ Португалии, блядь, и так далее, и так далее. И все пошло-поехало по этой цепочке. И еле как, блядь, говорит, я вылез, и все нахуй. Туда не вздумай ехать, говорит. Вот такая хуйня. И это сейчас уже, в новое наше время, эта дичь происходит. И тут еще одну вещь закинул через Телеграм. Ну и будем вот так просматривать разные темы, то, что есть на сегодняшний день. Потому что я, честно, не готов к эфиру. Я, ну, как сказать, у меня нету определенной какой-то темы. Мы будем и можем любую тему поднимать с комментариев. Я буду читать, пишите комментарии, что вы хотели бы поднять на весь эфир. Можем, будем говорить. Но моя тема была это про Узбекистан и Кыргызстан. Вот хотел поднять тему. Почему? Потому что
жестко какие-то непонятные вещи происходят там. Насчет дочки Мирзияева. Что-то она нарисовалась, бля, ля-ля-ля, и уже какая-то утка пролетела в Инстаграме, что вдруг она, если будет, и там пошло-поехало, блядь, комментарии, о, классно же будет, ну что, нормально, женщина-президент, то, блядь, нахуй. Вот такая хуетация может и поддерживать вот такую пизду, блядь. Понимаете смысл? Поэтому я считаю, что президент или что-то в этом роде, блядь, нахуй, целого государства, женщина, ну это, получается, все пойдет по пизде, блядь. Вот и все, блядь. Мы прекрасно знаем, что было, блядь, с этой пидоросией во время Екатерины. Что было-то, блядь? Хуйня было, блядь. Поэтому, блядь, это же уму непостижимо, блядь. Это, как у нас на татарском говорят, мужик быткенмани. Вот так у нас говорят на татарском. Мужик быткенмани. Это то же самое, блядь. Тут можно сказать, что намек-то ясен. У Мирзияева вроде сына-то нету, блядь, вроде бы. Получается, сына-то у него нету, наверное. Поэтому, блядь, трон не хочет отдавать, нахуй, чужому, блядь. И у Каримова, нахуй, сына вроде бы не было. Вот и все, вот какие-то хуи президента без сыновей, блядь. Странно что-то, вам не кажется? И у Путина сына не нахуй. Заебись жизнь, блядь. Понимаете смысл какой, блядь? Что-то какие-то они все без кутаров, так сказать, блядь, нахуй. У них что-то, блядь, антисемитизм, блядь, всеми, так сказать. И вот, такой прикол еще увидел, блядь, но это тоже дичь по нашей теме, так сказать, по религиозной. Освещение БПЛА 25 тысяч рублей. Нормальные такие цены при фронтовых церквушках. Послушаем, что это за прикол. Тут просто цены. Ценник на участников СВО зарабатывают даже батюшки. Прескурант. Освещение БПЛА 25 тысяч, защитная молитва 3 тысячи, заочное отпущение грехов 3 тысячи, молебен срочной эвакуации 7500, приоритетные молебен за убиенного 50 тысяч рублей. Охрененно ценник, прескурант, что матушка-нян, красавица прям, так прям аж этот, по старинке, цветочки, хуёчки, блядь, нахуй. Прям этот пипец верующие, вот ебать верующие, а, узкожопые верующие, шайтаны недоделанные, отпевание и упаковение, там, пиздец, освещение машины 2500, соборование какое-то, зиморование, блядь, 500 рублей. Освещение квартиры 4500, блядь. Я херею, блядь, нахуй. Просто херею. И этой дичи, ну, так сказать, верующие, блядь, верующие узкожопые верят этой дичи, блядь. Самое главное, интересно, да, ведь они не верят в Бога, но верят в эту дичь. Вот как можно вот с такими людьми потом по соседству жить даже? Клоуны конкретные, блядь. Им же сказано, блядь, если они до такой степени умные, что есть вот ислам, вот есть религия православия, вот это вот иудаизм, блядь, буддизм и так далее. В чем проблема? В чем проблема? И вот с такой дичью нам приходится существовать и жить в этой пидорасии. После этого мы чурки, мы чокнутые, мы придурки, блядь. Ну, кто здесь умный, блядь? Что-то я не вижу, блядь, что, блядь, нахрен мы в каком-то дурацком положении. То, что они несут, блядь. Давайте тогда мы тоже астафируллах, конечно, вынесем какую-то тему. Так, похороны там 1 миллион рублей. А что, нормально? По исламу похороним. За 1 миллион, блядь. Похороним вас за 1 миллион по исламу. По-братски. Так что ли будут? Прикинули эту тему, да? Выходит какой-то манкуртский мулла и говорит, так, похороны 1 миллион, да, по исламу.
А по церквушке 50 тысяч рублей. Ну, тоже идиотизм, да? Вот как-то звучит по-идиотски же, идиотски. Поэтому я считаю, что узкожопые были вот в многобожие. Мне кажется, им это и идет, блядь. Они не умеют нахуй жить, блядь, по православию. Они не умеют эту тему делать. Они забыли. И как раз таки один день то ли читал, то ли тут я читал или что. Где же мы одну тему проходили, тему? Кто же, что? Где-то мы читали, или где-то мы с вами или общались, или что мы читали вроде бы. Или я откуда-то услышал. Или кто-то говорил, блин. То, что в православию зашло все много этих действий православию, ну, имеется в виду вот эту лживую православию, зашло много каких-то шайтанских действий. Я видео смотрел, блин, вспомнил. Я один день смотрел одно видео, может, я закидывал даже сюда, я его не знаю. Как там разоблачают православие, там вот это христианство, вот это всю дичь эту. Как там зашло все шайтанское, многобожие, ну вся дичь собрана там. Вся дичь. Ну, там сравнение идет, как я понял, какие-то на английском и перевод на русский. Мусульмане сравнение делают с исламом. Где что? Получается, если было бы идеальная Библия, которая не переписанная, да, в этом контексте говорится там, то она была бы нормальная. А то, что сейчас им, блин, диктует, вот эта дичь, да, то, что мы сейчас читали, слушали, да, хрень какая-то, там конкретно вот это многобожие, вместе взято, вместе миксом с шайтаном, плюс еще добавок вот этих чертовых сионистские действия какие-то там, полный фарш какого-то дичи, блин, вот и все. Так, дочь нынешнего главы Узбекского Саида Мирзиёева может стать первой женщиной-президентом. Ну вот про эту тему, короче, сейчас такая тема вышла. Дошли до этого тоже. Ну вот это, овечку хотят сделать этим, да ведь, президентом. Ну, так сказать, быдло народ согласится на все. Хоть Узбекистан, пусть будет это Башкортостан, да хоть где схавают любую тему. Лишь бы у них ничего не отобрали, наоборот, чуть-чуть подкинули, дали, и народ будет терпеть. Это нормально. Это нормальное действие. Коммунизм терпели, все терпели. Все вытерпят. Но до каких пор? До каких пор мы будем это терпеть? Хавать. Вопрос открыт. И тут самый интересный момент. Нацисты гнобят мигрантов в России за незнание русского языка. Но русские сами же получают ответку в других странах. И ведь тоже страшно и обидно. Но карма, она такая. Ну, опять-таки, конечно, свободная нация это все делает на карму. Карма, не знаю по исламу как будет, но мы карму не говорим по исламу. У нас вроде бы идет, ну как это, по-узбекски пешона, монгайга язгана была. Да, у нас, типа, то, что на лоб написано, это мы так интерпретируем эту тему. Вот, давайте прикольно послушаем, наверное, уже смотрели, но давайте вместе послушаем. Нацисты гнобят мигрантов в России творится. За незнание русского языка. Но вот русские сами же получают, наверное, ответку в других странах. И ведь тоже страшно и обидно. Но карма, она такая. Kas jūs tāda esat? Kad jūs esat dzimusi? Не надо ругаться. Lūdzu, kliedziet vēl, turpinam kliegt. Таких врачей много в семье. Un tālāk, Все врачи, все академики. un tālāk, valsts valodu mēs protam. Mēs nesaprotam. Мода идите. Uz kurieni man Не jāiet? надо со мной разговаривать на ты. Uz kurieni man ir jāiet? Uz kurieni man ir jāiet? Я не ругаюсь с вами, я просто говорю, не обижайте меня. Lūdzu, valsts valodā runājiet. Šeit ir Latvija, valsts valodā jārunā. Saprotiet vai Что ты nesaprotiet? хочешь от меня, уходите от меня. Tiešām, jā?
Идите вон. Tūlīt viss internets redzēs, kā jūs protat skaisti runāt Latvijā. Рота, иди отсюда. Вот. Ну, там перевод был написано, что она заткнула это Латвия. Латышка сказала, говорите на латышском. И в самый момент она засмеялась. Мне вот этот понравился момент. Она засмеялась и говорит, это будет выложено в интернет. И вот мы и смотрим. И это мы постоянно вам рассказывали, говорили уже об этом постоянно. Помните, что узкожопые, получается, думают, что во Франции можно говорить на русском, там или еще где-то говорить так. Но одна какая-то часть говорила мне, учи язык, потому что те знали язык. Получается, есть вот такие, и есть, которые нормальные, которые реально приезжают, учат язык. Есть, которые учат, которые не учат. И вот я удивляюсь тому, что вот параллельно, так сказать, ну, реально у нас тоже многие не знают, которые никогда не ездили в Россию. Там в Узбекистане, там в Таджикистане. Вот не знают язык. Это же нормально, не знать язык чужой страны. Вот, допустим, я тоже не знаю же 28 стран, языки 28 стран, или там в тот же английский, допустим. От и до, я же не знаю тоже. Это же нормально, блядь. Узкожопые тоже не знают, нахуй. Это тоже нормально, блядь. Это человеческий фактор, блядь. Живого человека. Но когда вот эта дичь проходит по ихним, блядь, так сказать, мозгам, блядь, атака мозгов в Европе или где они находятся, там, в Китае, хоть где, блядь, они начинают диктовать, а что, вы русский не знаете? Нихуя себе, блядь. А ты в какую страну приперлась, блядь? А вы что, русский не знаете? А что, она должна знать русский, что ли, блядь? Берешь, блядь, Google, переводишь хотя бы, да? Говоришь, извините, я не знаю латышский, там, можете прочитать. Вот так. И это нормально. А она, блядь, сидит, блядь, старая бабушка, блядь, приперлась и еще выебывается там, блядь. То, что, блядь, почему-то в Латвии ее не принимают, нахуй. На русском, блядь. Вот это меня вымораживает. И тут вот всякие Рэм, Лекс, Второй, там еще что-то другие пишут. Сейчас комментариям тоже отвечу. Про многобожие особенно отвечу. Как будто там не видно, что ли, многобожия нету. Там дураку ясно, что многобожие. Там только, я не знаю, неуч, наверное, скажет такое, блядь. И вот, насчет языка, да, меня вымораживает именно как раз там фото какого-то нашего чувака в начале. И зачем тогда, вот вопрос узкожопым, блядь, максимально вот это вырежьте и куда-нибудь отправьте тоже, раздайте это. Вопрос узкожопым. Какого хрена вы гоните моих земляков, узбеков, таджиков, кыргызов, еще каких-то там других туркменов, там, афганцев или еще кого-нибудь там. Почему вы их гоните, если вы сами вот здесь, блядь, несете дичь нахрен за границей? Вы определитесь уже, блядь, кто за кого вообще, блядь. И тут добавлю, вам уже весь интернет шепчет о том, что вы долбоебы, конченые. Выгнали наших, завозите сейчас африканцев, блин. В тот день только видосики мы смотрели еще, я смотрел, не знаю, говорил об этом. Африканцев завозите, индусов. Скоро вам пизда будет. И самое интересное, не знаю, грузило нет или просто я закинул, что в Англии индусы обосрали, блядь, пол Англии. И там заходишь, не то, что они обосрали, что там, окей, мы это знаем. Заходишь в комментарии, и кого видишь там, блядь? Не украинцев, блядь, а видишь именно русский язык, на русском пишут эти пидорасы. О чем? Надо гнать нахуй. Нахуя засрали? Ой, блядь, англичане засрали. Пожалуйтесь Ходорковскому. Ходорковскому, блядь, еще мы хую вот этому, блядь, усатому, блядь, нахуй. Евросеть хозяину, как его звали, этого пидора. А пожалуйтесь им, блядь, пусть выгонит там, нахуй, индусов, блядь. Попробуйте индусов там выгнать оттуда. Или пакистанцев. Там в видео говорится, индусы, пакистанцы засрали.
Ну, или там беженцы засрали. В комментариях это, наверное, говорится так. Ну и чё? Это же не Россия. Пусть срут, блядь, вам что, не жалко? Вы же враги, блядь. А чё ж там вам начинаете гнать в Англии этих черножопых? Реально черножопых, там уже нехуй скрывать даже. Индусы черножопые, это конкретно. И чё вы гоните-то, блядь? А чё вы у себя не гоните? В комментариях сидите, дрочитесь нахуй. Почему у себя-то не гоните? Нахуя вы в Россию завозите этих черножопых, блядь? Реально африканцев, еще этих индусов немытые жопы, блядь. Так будем говорить. Реально немытый народ, блядь. Нахуя они вам нужны? Они, наверное, блядь, точно, блядь, нахуй хуже, блядь, узбеков там и кыргызов и таджиков, которые, блядь, вы в наши страны ездите, цивилизацию заметьте, где-нибудь вы видите там такой мусорку, блядь, рекой течет, блядь, как в Англии. У вас ебанутые нахуй сидят депутаты, вы не можете им вякнуть ничего, но вы в комментариях и везде вякаете нам, блядь. Где у вас, блядь, субординация культуры, блядь, уёбки, блядь. Нихуя у вас нет этого, понимаете? Нету, блядь. Потом вы начинаете говорить, блядь, почему я матерюсь, почему это, блядь. Да потому что, блядь, вам нельзя хорошо говорить. Это я уже точно понял, блядь. Везде, в любом месте. В любом месте, блядь. Почему? Потому что вы не можете держать свое честное слово, блядь. У вас нет честного слова нигде, блядь. Пиздоболы, блядь, это вот узкожопые. А еще вдобавок сейчас и хохлы тоже пиздоболами стали. Пиздец пиздоболы стали. Особенно вот здесь, блядь. В Европе, блядь. Вы 2 собакопара поедете, еще дерутся нахуй. Еще между собой нахуй кровь проливает. Хуйня какая-то, блядь. Вы ебанутые, блядь. Реально, блядь. Суицидальные ебанутые люди, блядь. Это как этот фильм вспоминаю, как это, блядь, вот этот дебильный фильм, блядь. Блядь, как там, блядь, серая темная точка, блядь, или что там, блядь. Ну вот это, блядь, Садомаза, блядь, нахуй, фильм, блядь, дебильный. Вот то же самое у вас, блядь. Получается, блядь, нахуй, вы дрочите друг друга, блядь, от этого кайф ловите, что ли? Или я не могу понять, блядь. Долбите друг друга туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Уже 3 года, блядь, мозга ебете всему миру, нахуй. Дай, блядь. Хуйня какая-то происходит. И вот это то же самое, блядь. Поэтому вы определитесь у себя везде, а потом уже говорите, что в Англии, блядь, индусам не место, блядь. Или место. Или гнать надо в шею, блядь. Поэтому давайте будем молиться, чтобы индусы и африканцы обосрали Москву. Чтобы, блядь, Москва, блядь, до звездочки, блядь, этой ебучей красной звездочки на Кремле, до туда обросла говном, блядь. Мусором, блядь. Вот давайте за это будем делать дуга шляги нашла, чтобы она закопалась в дерьме. Чтобы по Москве реке этой ебучей текло дерьмо, блядь, нахуй. Индусов и всей в этой, так сказать, званых гостей ваших любимых, блядь. Чтоб там, блядь, засрали, нахуй, баклажками, хуяшками, нахуй, говняшками, блядь, нахуй. Вот я это желаю, блядь, нахуй. Чтоб обосрали полностью. Чтоб нам изрывать Москву не пришлось, блядь. И вас и тоже, как в стоге сена, чтобы мы больше не видели, нахуй. Там потерялись, нахуй, в мегаполисе говна, блядь. Вот это я вам желаю, блядь. Так что идем дальше. Вот это меня убило. Опять, блядь, узбеки, как пишут в комментариях, там пиздец. В Турции задержано 5 граждан Узбекистана, которые пытались ввести в страну более 61 килограмма золота на сумму около 8 миллионов долларов. Нахуя? Откуда они берут вот это золото? В Турции задержаны 5 граждан Узбекистана, которые пытались ввести в страну более 61 килограмма золота на сумму около 8 миллионов долларов. Блядь, 3 женщин и 2 мужчин прибыли через Стамбул в аэропорт города Невшехир, Каппадокия, перевозя кухонную технику с подозрительно большим весом. При досмотре в мясорубке и миксерах обнаружили
замаскированы под металлические детали. По данным турецкой полиции, операция прошла после получения информации о возможной попытке контрабанды. На месте также был задержан гражданин Турции, приехавший встретить группу. Все подозреваемые и изъятые ценности переданы в распоряжение судебных органов. Ведется следствие для установления источника происхождения золота и организаторов схемы. Тема хорошая, да? Любят, конечно, наше золото, любят. Спора нету. Интересно, конечно, да, блядь? Узбекистанцы и контрабанда золота, блядь. Охуеть, нахуй. Самое интересное, я не понял, в Турцию завозили, блядь? Вот это интересно. Значит, получается, пизданули наше золото из Узбекистана и завозили в Турцию. Ну вот пиздец, нахуй. Ебанутые люди, блядь, а. Наоборот, внутрь надо гнать все это, внутрь, а не наружу, блядь. Странные вы, пиздец, люди. Я тут, блядь, 2 года долблю вам, чтобы, блядь, Башкортостан и Татарстан ничего не вывозили, а люди оттуда, наоборот, вывозят. Странные люди, пиздец, блядь. Займитесь делом, нахуй, а не хуйней страдаете, блядь. В Узбекистан надо возить все, блядь, наоборот, блядь. Наоборот надо действия делать. Так что они, блядь, везти их в Турцию. Нахуя в Турцию везти золото, блядь? Наше золото, ну так сказать, ваше. Я-то из Башкортостана. Но имеется в виду, в свое золото нахуй вы это везете. Так и так уже вагонами привозят в Швейцарию и оставляют какой-то процент. Ну так вот. Тут интересная вещь, наткнулся, короче, я не знаю, это правда или неправда. Но такую фотку такую сделали интересную, красивую. Через GPT уж само собой. 30 человек, 35 человек справа, 2 человека слева. Давайте прочитаем, как это было. Ну, мне понравилось, но не знаю, правда или нет. Напишите в комментариях. Сююмбике и Сафа Гирей, 2 тюркских мира, соединившиеся в один правительственный дом Казани. Она дочь мангытского бия Юсуфа, воспитанная в традициях мангытского юрта, где сила рода, честь и дипломатия передавались из поколения в поколение. Он Сафа Гирей, представитель крымской династии Гиреев, потомок Тука Тимура и наследник чингизидской государственности. Их союз стал встречей 2 древних ветвей тюркской элиты, мангытской и крымско-чингизидской. Этот брак укрепил положение ханства, усилил связи степных аристократий и стал основной политического равновесия эпохи. Когда Сююмбике вступила в брак с Сафа Гиреем, ей было около 30 лет, ему около 39. И несмотря на краткость правления, их династический дом оставил глубокий след в истории. От этого союза родился Утямыш Гирей, законный наследник ханского престола. Его появление сделало Сююмбике фигурой особой важности. Она стала регентом одной из немногих женщин в тюркском мире, официально управляющих государством. Их история – это не только правление, но и встреча традиций мангытской политической культуры, крымской государственности Гиреев и казанской линии тюркской элиты, которую они укрепили своим союзом. Сююмбике осталась символом мудрости, стойкости и высокого достоинства. Сафа Гирей – воплощением чести и государственности рода Гиреев. Их союз – одно из самых ярких проявлений тюркской преемственности в XVI веке. Не знаю, ну, если это закатали как бы из татарского группы, я вытащил его, ну, надеюсь, это как-то правдоподобно, я не знаю, хз, короче. Но я всегда представлял, что Сююмбике, она получается, прям оттуда родом. А получается хрень какая-то, блин. Откуда она получается? Родом она не оттуда получается, да? Получается из какого-то дочь мангытского бия. Мангыты это, не знаю где это, надо погуглить. А вот сразу видно настоящий историк. Ты никогда не проверял, откуда источник, а тот схавал, а умные люди всегда проверяют источники. Но причем-то узбек, он обиженный узбек, которого погнали палкой. Давай мы тебя заблокируем. Да хуя там пиздишь.
А, тут что, думаю, комментариев до хрена стало, блядь. Всякая дичь сидит, блядь. Не усмотрел. Да. Скину-ка я эфир с СК. Давай, давно пора, ёпта. Давно пора. Я хочу, чтобы, блядь, мой эфир смотрела вся Россия, нахуй. Чтоб, блядь, нахуй. Очко, нахуй, вот так Джим-Джим делала, нахуй, у Путина. Пидора. Так. Ну, еще одну тему такую. Ну, будем читать пока телегу, как раньше я вел эфир, примерно так я проведу этот эфир, потому что нету той темы, которую мы бы говорили бы об этой теме сегодня. Потому что в новостях дичь какая-то постоянно про Украину или про какую-то хрень, блядь. Я про Украину больше уже не хочу вести что-то. Реально вам скажу. Потому что неинтересная эта тема уже стала. Потому что нерешительные, так сказать, мужики оказались. Не ебашат по Москве, нахуй. Уже нам не интересно. Так. Бельгия выбирает Узбекистан для первого посольства в ЦА. Интересная новость появилась. МИД Бельгии объявил об открытии посольства в Ташкенте в рамках реформы ДЭП-сети. Центральная Азия выбрана из-за стратегического значения транскаспийского коридора и роста конкуренции инвесторов. Сейчас по листочкам прочитаю вам. Примерно там говорится о том, что в обход этой пидорасии они хотят создать дорогу из Китая в Европу. Ну, идеальная тема по шелковому пути и так далее. Мы как понимаем это, да? Почему это важно? Бельгия открывает первое посольство в Центральной Азии. Знак признания растущей роли региона в транзите Китай-Европа через Транскаспийский коридор в обход России. Как крупная экономика ЕС, ВВП 600 миллиардов долларов, штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Бельгия усиливает торговое и инвестиционное присутствие на фоне конкуренции со стороны Китая, Турции и ОАЭ. Что произошло? Бельгия откроет посольство в Ташкенте, первое в ЦА. Это часть реформы дипломатической сети. Центральная Азия рассматривается как стратегический регион из-за Транскаспийского коридора. Транскаспийский коридор — это получается какая-то часть Каспия, которая проходит через Азербайджан, я так понимаю. Наверное, оттуда хотят гнать тему, короче. Или там по суше, хз, короче. Зачем Транскаспийский коридор, маршрут Китай-Европа через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию, минуя Россию? Узбекистан становится ключевым звеном инвестиций. Регион активно привлекает капитал Китая, Belt and Road, Турции, ОАЭ, Корея, Бельгия стремится укрепить позиции. Торговля ЕС. Расширяет торговлю с ЦА благодаря транзиту и ресурсам. Газ, нефть, уран, редкие металлы. Бельгия. ВВП плюс 600 тысяч миллиардов долларов. Развита химия, фармацевтика, логистика. Порт Антверпен. Недавно, помните, я проезжал там. Один из крупнейших в Европе заинтересован в новом транзите. Интересы в Узбекистане: торговля, инфраструктура, энергетика, транзит. Контекст. ЦА после конкуренции, ну, типа Центральная Азия, после конкуренции Китай инвестиции 50 миллиардов, Турция, ОАЭ и Корея наращивают влияние. Транскаспийский коридор становится ключевой альтернативным маршрутом через Россию. Бельгия стремится занять место в новой логистической архитектуре региона. Ну, это тема хорошая, я думаю, для торговли, да, ведь мы все-таки тоже, как торгаши из Башкортостана и Татарстана, должны понимать, что наша движуха то же самое, должна идти через весь Кавказ, и, как я всегда описываю, это через Украину, и вдупляемся в Европу. Это дорога, во-первых, продажи нашего, так сказать, нефтяных продуктов и так далее, и так далее.
Поэтому здесь процесс, который уже идет и воруется этой ебучей Москвой, мы продолжим и в дальнейшем, но при наших условиях с личным, так сказать, общением тет-а-тет Башкортостаном, Татарстаном и каждой вот этой республикой и с каждой страной в Европе. А не так, что, блядь, через ебучую Москву и через этот сраный посредник и идет к нам. Точнее, ничего не идет к нам нахрен. Мы ничего и не имеем, блядь, там. Поэтому нам нужно остановить эту фигню нахрен и уже заниматься независимость, ну, независимо от этого всего, да, независимость нужна нам и, блядь, как люди начать жить, блядь, в конце концов. Вот это нам более интереснее будет, чем вот эта хрень через Москву. И поэтому я удивляюсь над людьми, которые здесь пишут и говорят, блядь, какую-то несешь дичь туда-сюда, блядь. Ну ты открой канал и неси свою дичь тогда нахуй. И нехуй лезть в нашу дичь, если тебе не нравится эта дичь, понимаешь? Я так думаю. Поэтому, напоминая слова какого-то этого человека, это свою узкожопую, блядь, нахуй государство начните строить, в конце концов, блядь. Создайте нахуй, не знаю, Московская республика, блядь. Республика Москва, блядь. Хуй с ним, блядь. Вот что-нибудь создайте такое, блядь. Страна Москва, блядь, я не знаю, блядь. Назовите уж, блядь, как-то, блядь. Без наших, блядь, земель, блядь. Вот тогда посмотрим, как вы запоете, блядь. Что же там будете, блядь, хуи сосать или выращивать что-то начнете, в конце концов, или что? Но это тоже, наверное, я не читал, я не знаю, читал или не читал. Короче, опять золото, опять дичь какая-то про Тыву. Или я читал, блядь, уже это, я не помню. Или я просто закидывал, тогда читал. А, я уже это читал, это я уже читал. Ну, та же фигня, как шведская компания добывает золото в Тыве и поддерживает участников СВО. Такая же херня произошла сегодня, блин. Увидел новость про Кыргызстан. В Кыргызстане то же самое. Вот. В Кыргызстане канадцы вывозили, оказывается, кыргызское золото. Как Кыргызстан потерял 87% своего золота. Можем послушать. Там 1 минута 20 секунд. Как Кыргызстан потерял 87% своего золота. За 20 лет канадцы вывезли 358 тонн золота на сумму 8,8 миллиарда долларов. И что мы получили? Лишь жалкие 11% от этой астрономической суммы, нищенские крохи для страны, полной богатств. 14 лет страна не видела ни одного тыина. Только в 2009 году при Бакиеве подписали ничтожное соглашение о 13% от продаж, и тогда впервые Кыргызстан получил какие-то деньги. 38 миллионов долларов. Но это капля в море. Основную часть золота вывозили самолетами под полным попустительством власти. В соседнем Узбекистане государство оставляет себе 79% добытого золота. У нас же 87% чужих рук. Все президенты, от Акаева до Жээнбекова, молчали и потворствовали этому бесстыдному разграблению национального достояния. По всей стране 39 месторождений отданы без единого подписанного договора, гарантирующего долю Кыргызстана. Это не просто коррупция, это национальное предательство. В Талдыбулаке 60% акций отдали казахской фирме бесплатно, которая перепродала долю китайцам за 76 миллионов долларов, ни копейки из которых не попало в бюджет. Золото вывозят в концентрате в Китай, обходя кыргызские заводы и уничтожая нашу промышленность. 8,8 миллиарда долларов украдены у народа, десятки месторождений проданы без зазрения совести, а страна живет с одним из самых нищих бюджетов в регионе. Вот так Канада и ее союзники 14 лет грабили Кыргызстан, вывозя наше золото самолетами, а власть смотрела в другую сторону, делая вид, что все в порядке. Вот теперь я вот эту тему как раз хотел сегодня поговорить. Но давайте туда добавлю кое-какие вопросы. Кыргызы тут есть или нет, я не знаю. Вот вопрос вам, кыргызам. Поразительно вопрос будет стоять. И в то же время положение идиотское.
я вам скажу. Вы поменяли, я это постоянно говорю, 3 президентов. Сейчас вытащили какого-то хуя из тюрьмы, блядь. Сидит он, блядь. И после этого появляется вот это видео, дичь нахрен. Когда она появилась? Ну, она появилась вот сегодня у меня. И самое интересное, появилась она, блядь. Но почему-то здесь не говорится о новом президенте, что он накосячил. Почему новый президент у вас здесь не говорится, а все старые, кто были, блядь, нахуй, говорится. Никакой разницы нету. И там я почитал комментарий. Я даже сейчас не хочу под комментарий его заходить. Может, я найду или нет. Не найдешь это. Я уже себе скинул уже его. А или через ссылку можно, наверное, найти, но у меня нет ссылки. И вот, в итоге, вопрос такой. Вывести за 20 лет вывезли. Это как будто такой намек. Получается, этот президент остановил эту тему. Ну окей, остановили. Остановил эту тему. Понятно. Но почему тогда он не остановил поток кыргызов, текущих в Москву? Это вам вопрос. Ответьте мне, когда, если вдруг увидите это мое видео. Зачем вы претесь в Москву? Почему? Вот я не могу понять этого. У всех у вас паспорта российские. Вы и на эту ебучую войну тоже претесь. Только так нахуй. Поражаюсь. Поэтому я в тот день и сказал, один день я чуть-чуть тему позатрагивал, почему вы такие невъебенные нахуй, которые спустились с Алтая вы спустились, а движуху какую-то никак не можете понять, блядь, точнее, поймать движуху в Кыргызстане никак не можете. Почему так? Вы-то уже спустились с Алтая этого гребаного сюда. Но вы не можете, блядь, оторваться от Москвы. Почему так? Почему вы 4 президентов поменяли? Еще в Азии никто не менял президентов, как вы, блядь. И не можете до сих пор жить нормально. Почему вот? У меня редко кыргызы сидят, я знаю это. Им политика нахуй не нужна. Им лишь бы, блядь, эти рубли ебаные собирать в Москве, блядь. Они любят вот, блядь, нахуй, ебашить, нахуй, на русских, за русских, под русских. Вот это дичь у них происходит, блядь. Нахуя? Потом мне начинает, блядь, тут, блядь, ну, в прошлых годах поставлялась иногда. Она и не появляется, блядь, потому что неинтересная страна, блядь. Она не явится никогда, потому что похуй на свою страну, блядь. Всех, блядь, оппозиционщиков ебашут только так, нахуй. Как может там что-то быть интерес, блядь? Узыкичкина, блядь, маленький пизденыш и даже не пискнет, нахуй. А зато меняет 4 президентов за короткий промежуток жизни, блядь. Такой даже Узбекистан с 37 миллионами нихуя не осмелился сделать. А это меняют как перчатки, нахуй. Как это, гондонов меняют, блядь. После ебли, блядь. А в чем проблема ваша, блядь? Сейчас где? Все. Тюремщик лучше, чем те 3, что ли, оказался, блядь? Почему сейчас вы не можете поставить своего батыра, блядь, нормального? Не пидораса, блядь, как этот, блядь. Который скажет, туганлар қайтыңыз, блядь, и живите у себя. Нехуй ездить на Москву, подметать улицы, нахуй. Нехуй ездить, блядь, на войну, блядь. В чем проблема? Нехуй продавать золото свое, нахуй. Если вам выделили землю, блядь, кроме Алтая там, блядь, уже у себя, блядь. Я уже заебался вас вычищать с этой пидорасии, блядь. Чтобы вы покинули страну, блядь, эту под названием пидорасия, ушли. Чтобы они, блядь, нахуй охуевали там, начали охуевать. Чтобы нам было легче. Я же этот процесс хочу, блядь, хотя бы какая-то помощь от вас, понимаете? Уходите домой. Я же не как узкожопый гоню вас, блядь, там чурки пиздуйте домой. Я же не в таком контексте это говорю. И узбеков прошу, и таджиков, и кыргызов. Нехуй кормить, блядь, эту дичь, нахуй, под названием Москву. Приезжайте сюда, в Европу. В чем проблема? В чем проблема, блядь, взять визу и приехать в Европу, блядь?
В чем нет проблемы. Возвращаясь насчет золота, скажу так. Мне интересно это видео. Почему? Потому что все золото Башкортостана, такая же хрень вывозится хрен знает куда. Ну, мы знаем, конечно, Москву она вывозится. Москву. Поэтому мне задевает эта тема по золоте. Мне она нахрен не нужна. Ни ваша, ни Башкортостана. Мне нужна именно цель того, что зачем и куда она вывозится. Вот это моя цель. Нахуя куда-то она вывозится. Значит, эта хрень под названием коррупция, она не то что в независимом Кыргызстане оно есть, блядь. Это неудивительно, понятно. Она есть даже при вашем 4-м президенте. Вот самое интересное, блядь. Вот самое интересное, блядь. Вы можете сказать, ой, нет, этого сейчас нету, уже все тихо, он все замял, наоборот, он все делает там. Ну, я почитал пару комментариев там. Там написано так, нет, сейчас уже все для государства делает. Но если для государства все делает, окей, значит, ничего не вывозится. Значит, копится внутри, на его счетах. Ну, что тут, блядь, гадать-то? Человек, да, патриот, наверное. Патриот, тюремщик, блядь. Базара нет. Нормально. Это тоже нормальная тема. Но только, блядь, не для народа. Если бы все золото и вся дичь была бы, вы бы, нахуй, Китай рядом не засунули бы. Вы же с Китаем в десна целоваться начали, блядь. Задевая уйгуров, блядь. Вы же даже хуй положили на уйгуров, блядь. Понимаете? Поэтому после этого как можно вам доверять? Есть ли доверие вам, а? Когда мы говорим туганлар, мы понимаем, это обычно черный народ. Как Алсынов сказал, карахалок. Вот это вот я с ними, я туганлар, блядь. Базара нет, с каждым кыргызом я туганлар. Но когда речь идет о том, что когда Кыргызстан, который поменял 3 президентов, поставил 4-го, сейчас не может сделать переворот, это что-то очень странно, подозрительно. В чем проблема, блядь? Почему вся оппозиция куда-то проебалась? Что происходит, блядь? Почему вы защищаете своего этого ебаного 4-го президента? Он вам ничего хорошего не делает. Он просто дальше и дальше вглубь, когда вы уже, как сказать, взяли в рот, начал вас ебать. Дальше, глубже и глубже, блядь. Вот и все. Каримовская система идет. А вы этого не можете понять. Потом скажете, эй, узбек или там татар, блядь, башкир, нахуй лезешь к нам? Начинайте ныть потом, блядь. На моем канале или где-нибудь комментарий грязный оставите. Просто я всегда говорю, начните отвечать за свою жопу, блядь. В каждой стране эта хуйня есть. В каждой стране. Это не мое дело, блядь. Мое дело почему я лезу в эту тему? Чтобы вы тихо, мирно съебались нахуй из России, блядь. Вот я к этому лезу я. Освободите Россию. Почему? Я вам 1000 раз уже объяснял, почему. Вы нам мешаете, нахуй, сделать независимость. Вот реально мешаете. Реально. Потому что денежный поток, нахуй, который вы делаете им, он все больше и больше их вводит в такие дебри, так сказать, блядь, нахуй, Москву, блядь, что нам невозможно, нахуй, блядь, нахуй, ломать систему, нахуй, как-то, ну, так сказать, блядь, по деньгам. Потому что когда идет захват территории для независимости или для чего-то там, или вооруженный конфликт должен быть, или где-то нужно потихоньку ломать по какой-то теме. Мы не можем вооруженный сделать. Значит, мы должны как-то делать такие, так сказать, пассивные действия, которые дадут нам плоды в дальнейшем. Это значит освободить Россию от приезжих из Азии. И это логично, нормально. Чтобы туда зашли другая дичь. Ну вот, о которой я до этого говорил. Черные там, эти индусы ебаные нахуй. Вот они все. Дичь эта ебаная. Чтобы у них был кипиш внутри.
От вас кипиш не будет. Вы уже все, вы для них чмошники. Вас они ебут как хотят. Гонят нахуй чурки, мурки. От вас все. Они на вас вот сюда сели, на шею вам, блядь. Вы не вякнуть не можете ничего. Глотнули вы уже глубоко, жестко. Поэтому вам, значит, все, отойти надо в сторону. Чтобы мы, которые хотят независимость, додолбили эту ебучую Москву. А потом уже мы с вами будем строить другие отношения. Дружные, блядь. Такие родственные отношения будут уже. Вот тогда мы уже как раз-таки придем к независимости. А до этого мы не придем. Почему это делается? Когда вы отойдете домой, вы поймете, нахуя мы отошли домой. Ага. Значит, Башкортостан, Чечня, Дагестан, Татарстан, Бурятия, тот же ваш родина Алтай начнут действия. Свои действия за независимость. И в этот момент, если у вас будет желание, можете подключаться. Проблем нету. Ну нихуй идти сейчас на поводу Москвы за паспортом. Я знаю, у вас всех паспорта российские. За деньгами. Кыргызстанда үйкураман, там дом буду строить, как узбеки, дом буду строить, дангалама үйлер по 2-3 этажа. Я побывал там. Вот. 3 года назад. Я охуел, блядь. У вас дома там, я не знаю, блядь. Рублевка отдыхает, блядь. Вы понастроили там пиздец, блядь. Так что, блядь, вы не бедно живете. Хватит уже, блядь, нахуй, гребсти. Потом будете гребсти, откуда хотите. Вся Россия будет ваша. Хоть в Бурятию езжайте, хоть в Алтай поедете. Все ваше будет уже. Не будет. Сюда добавлю. Чтобы потом на меня опять косо не смотрели, независимость наших стран, она совместна. Я вам добавлю и напомню. Почему? Жили мы в СССР вместе, да ведь? Вы ушли, четко ушли. Почему? Потому что вы в ебенях жили, не внутри России. Вам повезло. А нам не повезло. Теперь, когда вы ушли, значит, да ведь? Потом вы пришли, потому что там создалась какая-то хуйня, коррупционная у вас схема. Ну, мы понимаем уже, да? Теперь, значит, нам надо выйти. Значит, нас надо поддержать, наверное, так-то, да? Уж на то пошло. Так-то. И поэтому поддержка должна быть со всех сторон идти. А не такая, что, блин, там вышел кто-то, Габасов ляпнул, о, Казахстан нас поддерживает. И все, блядь, нахуй. И забыли опять, блядь. Но так не делается. Надо делать, если делал, начал, блядь, надо долбить до конца. Какими методами, от этого не договорил, уж от этой темы. Когда будет независимость, Азия, я всегда это говорил вам, Азия откроет все границы. Мы откроем все границы. Вы будете на Алтай приезжать, в Башкортостан приезжать. Никакой визы, блядь, патент, импотент, нахуй ничего не будет. Вам это никто не скажет. Ни Габасов, ни Айсин, бля, ни Кашапов, ни Закаев. Никто не скажет этого. Вот я вам это говорю. Этого не будет. Почему? Они могут сказать, что-то будет. Почему? Потому что они думают по другой логике. Они идут по той логике, чтобы забрать власть полностью, под себя загребсти. А у меня логика не под себя загребсти. У меня отодрать от Москвы. Моя логика. Моя цель другая. Помните, я на том одном эфире говорил «Земля». Моя цель земля, понимаете? Моя цель не дума какая-то там в Башкортостане или в Татарстане, а моя цель земля вся. Исходя от этого, вся земля, если будет принадлежать нам, народу, тогда любой человек по какой-то там, само собой, конституции и так далее, которую мы напишем, правильный паспорт и так далее, из Азии будут заходить нам похуй как, вот к себе домой, блядь. Никакая виза, никакого контроля, ни регистрации, ничего нахуй не нужно будет. И также мы будем требовать и к вам также, чтобы, допустим, я из Уфы сел, в Ош поехал, похуй, чтобы меня вообще никто даже не смотрел. Как будто бы я пришел и, блядь, из другой квартиры вышел и как будто попал в Ош. Вот так должно быть. И также из Кавказа, хоть откуда. И не нужно здесь давать сразу такие ответы того, что
А, нет, а вдруг там будут теракты туда-сюда? Не будет нихуя. Вот эту тему нужно забыть. Русские мозги, грубо сказать, вам нужно вырубить к чертям собачьим. Не будет у нас ни терактов, нихуя не будет нахуй. Потому что нам ничего не нужно ни в Казахстане, ни в Узбекистане, ни в Кыргызстане. Нам ничего не нужно. Нам нужно просто жить. Просто жить. Нам ни хрена ничего не надо. Нам надо просто прожить эту свою жизнь, которую мы, если доживем до этой независимости, и оставить это другим. Все, вот наша задача. И вы в этот период должны сменить своих ебучих президентов, чтобы ваши президенты не контактировали, блядь, нахуй с Москвой, а начали контактировать прямолинейно с нами. Потому что Москвы не будет. Может, там будет какая-то дичь ебучая, какое-то болото московское, но у них ничего не будет, у нас все будет уже. Они будут сосать хуй. Вам придется говорить с нами. У нас вся продукция у нас будет. И у вас будет. Мы с вами будем пиздеть. Мы же Москвой не будем пиздеть уже. Понимаете? Поэтому вам нужно разворот. Не только в Америку сейчас надо думать, а нужно разворот делать именно внутрь России. Внутрь России, ну, так сказать, пока я говорю Россия, это не Россия, а внутрь независимых республик, которые мы будем делить по, так сказать, по своему шаблону. Карту я говорил чуваку, короче, пока он что-то не нарисовал мне карту. Карту, если нарисуем, буду конкретно эту карту тыкать всем, короче, показывать буду. Может, я когда-нибудь компьютер найду, может, нарисую, я не знаю. Нарисовать надо. У Турции своя игра, предполагаю, что хотят возродить Османскую империю под другим именем. Насчет Турции я когда-то в своих эфирах, правильно тему напомнили, говорил. Я вот именно вот эту тему не хочу заходить. Почему? Потому что мы близки, я это не буду бояться повторять, постоянно буду повторять, мы близки все равно с Азией. Крути не крути, мы с Турцией не близки, поймите, не близки мы с ними, блин. Те, которые думают, что это Туран, Хуян, Муян, заебали уже. Это не то. Это не то, поймите, еще раз, это я и по языку говорил вам, и по всему, это не то. Это не то. Почему? Потому что с ними на коротком поводке только общаться. Только на коротком поводке. Всегда Башкортостан, Татарстан, еще одна тема. Напоминание будет у нас. Это, блядь, я хочу, чтобы это в Конституции будет написано. Напоминание туркам. Сейчас скажете, такую дичь сморозил. Это не дичь. Это конкретная тема, о котором нужно будет говорить всегда. В Конституции, в исторических каких-то местах будем писать откровенно одну вещь, которую я всегда продиктовал вам. 500 лет, блядь, где была Турция? Где 500 лет после падения вот этой Сюембюки, нашего Татарстана, после разгрома 1552 года, где была Турция? Пока мы туда дойдем, это 500 лет как раз и ровно и будет, блядь. 500 лет. Где была Турция? Все, вот это будет конкретно там описано. Турция, Башкортостану и Татарстану в течение 500 лет нихуя ничем не помогла. Все, вот прям вот так, матом нахуй будет написано. Но какие-то общие строить диалоги будем. Но когда будут натыкаться на эту книгу всегда люди, будут читать это. Чтобы они понимали, помнили об этом. Это ультимативный ответ будет им, блядь. Чтобы больно не выебывались нахуй. И я с ними считаться не хочу, блядь. Кемалар меня, блядь. Мне с ними детей не крестить, нахуй. Поймите. Так как русские говорят. Нам, там, как говорится, хуями обмениваться не будем мы с ними, точно. Я так считаю. Почему? Объясняю. Потому что у них логика сейчас усидеть на 3 стульях. Это Россия, Европа и Америка. Конченый народ, блядь. Конченый нахуй. Вся ихняя ебучая внутренняя диктатура, она конченая нахуй. Она
только эгоизмом занимается. Поэтому, когда у них идет разговор о том, что вот мы сейчас собрали казахского президента, этого, они встретились, такие, ой, Туран, да, хуйня это все, поймите. Поймите одну вещь. Эрдоган сам по себе уебок. Еще тут все вот эти страны. Плюс еще, блин, наших нету еще. Наших нету вообще, блядь, нахуй еще. Не родились даже, блядь. Понимаете, свободного Башкортостана нету, свободного Татарстана нету, Ичкерии, Дагестана нету. Нету с нашими, и они как сказать, блядь, пока не при делах вообще. А эти, вышедшие из СССР, никогда нахуй не согласятся под эту тему, поймите. Никогда. Но иногда видим какие-то движения, да, ведь помните? Там, ой, что-то вот что-то они что-то собрались, что-то придумывают. Поймите, придумывают это та хуетация, опять-таки напоминаю, вышедшая из СССР. Она никакие плоды не подразумевает того, что, блядь, нахуй, вот сейчас мы мощные такие станем, и на нас никто не нападет, там, или что-то в этом роде, я не знаю, что они хотят сделать, блядь. Ну, какой-то союз ебаный, да, допустим, в виде Турана. Но от этого, нахуй, ни им, нахуй, ни жарко, ни холодно, блядь, а нам подавно. Подавно ничего не будет, нахуй. Ничего, блядь. Почему? Потому что, блядь, нахуй, они с кем-то воевать все равно не пойдут. Что, они пойдут против России воевать? Не пойдут они никогда, нахуй. Где вы, нахуй? Вот вы на лицо их смотрите, нет? Допустим, Мирзияева. Мирзияев пойдет, думаете, воевать против России ради Башкортостана с Татарстаном? Хоть и, блядь, это Мирзияева дочка, это Саида приперлась, нахуй, в Татарстан, хихихаха, с Рустам Минихановым, блядь, нахуй, о, мы дружные народы, туда-сюда, ну, блядь, народы-то дружные, но не вы, нахуй, ёбки. Не вы, нахуй, вы не нам не друзья, пидорасы. Ни Миниханов не друг, нахуй, ни Хабиров, нахуй, ни это Саида, нахуй, Мирзияева. Вы не друзья нам, блядь. Вы просто местные положенцы, которые просто в ваших руках положение сейчас в данный момент. А так вы нахуй вы нам не нужны, блядь. И Каримов такой же чмо был, нахуй, и сейчас этот тоже уебок, нахуй, старики-разбойники. Вы не братья нам, нахуй, и даже утырып шарга тугрсызым, блядь, бірге. Сіз хайванлар. Лучше, блядь, буду я с крокодилом, нахуй, дружить, блядь, чем с вами, блядь. Вы сажаете, убиваете, на хуйней страдаете в Узбекистане. Как с вами что-то делать, блядь? Никак. И зная об этом, как вы думаете, Эрдоган, блядь, думаете, блядь, тупой? Он, блядь, будет с ними что-то делать, что ли? И он, думаете, сможет над ними управлять, что ли? Нихуя. Он это замечательно знает. Он не сможет управлять с этими, сука, СССРниками. Эрдоган сам в голову тоже ебанутый. Эти тоже хуй положат на Эрдогана. Ничего не получится, поймите, блядь. Получится примерно, как я вижу, как. Если у нас независимость будет, вот, начиная с Кавказа, да, заканчивая до Саха, Якутия, вот мы сможем, потому что это нашем приоритете нужно это будет нам, блядь, обязательно сразу подружиться с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Афганистаном, со всеми. С Азербайджаном даже добавлю. И в конце с Турцией. Как подружиться, блядь? Ну, понятно, мы и не ссорились. Имеется в виду, нам нужно будет поддержаться таким образом, чтобы власть их страны тоже сменилась. Потому что эта власть не даст, блядь, уничтожению Москвы. Вот в чем, блядь, подвох здесь, понимаете? Нам нужно, блядь, сменить их, чтобы нам освободиться от этого гнета. Давайте в уме представим одну хуйню. Мы сейчас попрем, вот Украина прет на Москву, да ведь? Ну так, блядь, в кавычках. И тут уже мы не Украина, поймите.
наша сила просто фук сотрет Москву, блядь. Просто, блядь. И в этот момент вы думаете, что он не закричит? Помогите нахуй, блядь. Путин скажет, вызывай казахов, тукаевских, манкуртов, беков, манкуртов. Там, да, блядь, эшелон приедет против нас. Эшелон против нас придет. Почему, блин, я изначально 2 года долблю совместно? Почему? Потому что, блядь, сзади, чтоб не ёбнули, понимаете? А это будет. Вот когда власть будет сменена, блядь, в Азии, там нам вообще, блядь, коридор нахуй будет зеленый, блядь. Особенно Куандыкский коридор. Но пока власть не сменится, никакой Туран, никакой Эрдоган, нахуй нам никто не поможет. Пока в Азии не сменится власть, мы не сможем ёбнуть Москву. Вот когда сменится власть, и эта власть поддержит нас в дальнейшем, тогда, когда мы пойдем на Москву, Москва позовет Китай. Когда позовет Китай, Китай уже не сможет нахуй попереть против казахов, узбеков, кыргызов, таджиков. Пизда им сразу будет нахуй за Уйгурстан. Понимаете, как все взаимосвязано, это дичь вся ебучая, политическая хуйня, которую мы видим не в том формате, которую мы хотим видеть. Нам несут каждый день дичь про Украину, какую-то хуйня мы смотрим, там взорвали, тут взорвали, полная хуйня какая-то. А суть-то у нас, блядь, вот Москва, все от него отводят нас, блядь, отвлекают, дичь эту. А тут вот так. И поэтому мы понимаем одно, что если мы идем вместе, значит мы идем вместе. Также потом в дальнейшем мы должны спасти уйгурские земли от Китая. Поэтому, когда мы вдруг даже рыпанемся против Москвы, тыловая часть у нас, Казахстан нам пошла заканчивать до Афганистана, должна быть наша, так сказать, туганлар, доброжелательная. А не так, что, блядь, в Казахстане, когда рыпнулись в 22 году, какое-то там что-то было, до войны Украины, в Алмате или где там, приперлись узкожопые и всех, там сказать, убрали резко. Убили или что сделали, я не помню, что сделали. Все, вот так будет. Оно так будет, блядь. А он будет звать всех, блядь, помоги, нахуй. Как только звал узкожопых, помоги. Когда могло произойти переворот, нахуй, тукайского режима. Узкожопые пришли, сука, убивать казахов. Поэтому нам нужно быть четко в этом деле. Четко. А не так балаболит, блядь, Руслан, блядь, эти Русланы Габбасовы, Айсен, блядь. Они тоже не говорят об этом, нахуй. Несут дичь какую-то, нахуй. Да. Дружба народов, блядь. Какая нахуй дружба народов с этим президентами? Не будет этого, нахуй, не будет. Пока узбекский народ, там казахский народ не осознает, блядь, что их президенты должны сменены быть, нахуй, мы никогда не поменяемся. Потому что мы внутри этого системы. Мы внутри, мы не отдельные. Мы не сможем что-то сделать внутри, пока мы не зайдем. А мы как зайдем туда, блядь? Если Украина сейчас захлопнется, все, мы хуй зайдем. Не зайдем мы, блядь. Рыть надо туннель, нахуй. Отдельно тогда, где-то, откуда-то, блядь. Как это, блядь, в Палестине. Куда-то рыть надо туннель надо. Не знаю, куда только. Вот так вот. Поэтому дичь. Так, январские события, 22-й приперлись русские, кыргызы и спасать Токаева. А вот, кыргызы еще вдобавок, блядь. Заебись вообще, блядь. Братья ебаный в рот, блядь. Поэтому я и говорю, блядь, хорошо еще узбеки не зашли, блядь. А там было бы пиздец полный, блядь. Насчет этого иногда я ловлю моменты, что узбеки все-таки не больно заходят, мне кажется. Или я не знаю. Но такую не несет все. Мирзияев, блядь, или Каримов, блядь, он такой хуйней не страдает, блядь.
А наши любят только внутри ебашить, нахуй, своих же, блядь. Вот у меня такое чувство, блядь, как в Андижане, сука, блядь. Все арыки, блядь, кровью залиты были, текли, блядь. Я там был в январе 22 года, да, мы знаем, но, сука, что делать с ОДКБ, когда к тебе приезжает 5-я армия спасать Токаева. Тут олигархи решают, между собойчики обоюдно выгодные решают. Вот я и говорю. Поэтому, чтобы нам что-то сделать, блядь, нахуй, нам нужно закончить, блядь, ну, так сказать, с соседними республиками. Вот только так. Почему? Потому что, ну, это самоубийство. Заходить в Москву – это самоубийство порой. Да, мы можем зайти, как? Через Куандык. Но чтобы в Куандык попасть, нам нужен казахстанские земли для начала. Чтобы получилось все так, чтобы все нам отошло потом по, так сказать, по чесноку. Ну, как туда попасть? Только по смене власти. Тогда я один раз раньше какой-то эфир, когда вел, говорил, что если мы договоримся с Европой, чтобы Европа договорилась с Тукайкой. С Тукайкой договорилась, чтобы Тукайка закрыл глаза, когда мы зайдем через Куандыкский коридор. И только один этот вариант есть, но это нелепый, такой тупойский вариант это, потому что с Тукайкой невозможно договориться. Тукайка давно на крючке у Путина. Как можно, блядь, с ним договориться? Он захлобучит его одной пулей, нахуй. Тукайке прилетит в лоб, нахуй, если он попрет, блядь, против Путина. Вот в чем прикол здесь. Они сидят все на игле Москвы. Это тяжелый случай нам. 7 тяжелые случаи. И для, так сказать, досконального, так сказать, независимости Казахстана, Узбекистана, так называемого, так сказать, Кыргызстана и так далее. Окончательной независимости. Нормальными правителями, которые будут меняться в демократическом порядке. А не так, что, блядь, засел нахуй, блядь. Москва приезжает, коронует всех, блядь, и уезжает, блядь. Заебали уже, нахуй. Это было так, блядь, и 500 лет назад, и сейчас то же самое. Одинаково, блядь, по идее, блядь. А мы-то вообще, как нас вассалы, блядь, да? Или как нас можно назвать, блядь? Зассалы, блядь, внутри мы, блядь. Внутренние эти, блядь, малайи. Ты не совсем прав. Когда Пригожин ехал к Путину, он просил Токаева помочь, и ни один казах не поехал туда с Путлера. Не, у Китая тоже своя игра, Сибирь сразу отхапают. Не, ну Сибирь-то нет, но Сибирь-то не захавают они, короче. Сибирь как Сибирь, вот именно, если у нас независимость пойдет, иншаллах, Сибирь мы ему не дадим, Китаю. Сибирью мы, точнее, с Китаем мы разбираться будем насчет уйгурской земли. Вот если мы после независимости уже организуем какую-то свою армию, мы смело можем уже бодаться с Китаем за уйгурские земли, чтобы и Уйгурстан стал независимым государством. Оно же все-таки лучше будет казахам, кыргызам, чем, блядь, этот Китай ебаный. Лучше же с родственными, так сказать, людьми жить по соседству. Оно так и было. Чем, блядь, нахуй слышать, как они умирают или там что-то в этом роде. Зачем это надо? Поэтому им тоже нужно, само собой, создать положение, а не быть вот именно вот сейчасшным режимом. И вот именно поэтому нужно менять режим и ради уйгуров. Потому что не только себя там
учитывать надо, а соседей. Вот у нас такая же тема, у уйгуров такая же тема. Получается, по соседству вроде бы и родственные души, да, а власть гнилая. Вот тупик у нас, блядь. Круговорот тупика у нас, блядь. Незаканчиваемый, блядь, тупик у нас идет. И во всем виновата Москва. Вот так вот. А Украина стукается с Москвой. Вроде дали им оружие, блядь, не ебашут по Москве. Если, допустим, пришли, допустим, убивать в Башкортостане, в Татарстан, да, и им кто-то дает оружие, и она боится ебнуть нахуй по Москве. Это же как-то тупо, да, выглядит? Вообще, да? Как так, блядь, нахуй? Я считаю, это вообще идиотизм. Поэтому в нашем случае, если вот такая тема, ну, пойдет или будет, иншаллах, чтобы она была такая, блядь, Башкортостан, Татарстане, когда мы ебашим по Москве, блядь. Вот это будет. В первую очередь я ебану по Москве, блядь. Сразу, нахуй. Не думая нахуй, блядь. По Кремлю, блядь. Там по краям не надо, люди там. По Кремлю надо, нахуй. Заебенить полностью весь Кремль, блядь. Чтобы засыпал его, нахуй, на века, блядь. И все, больше, чтобы никто не смог его откапывать даже, блядь. И все на этом, нахуй. А потом уже крыс оттуда, кто останется живых, ловить уже, нахуй, так сказать, по всей земле. Прям по всей земле их ловить, нахуй, дергать сюда их всех, затаскивать сюда и, нахуй, и казнить, нахуй, всех. И даже не надо их, блядь, сажать в тюрьму, нахуй, кормить их, нахуй. Казнить, нахуй, и пизду, блядь. А клоунов, Путин или еще кто-то там, если живых останется, их в музей, блядь. Как всегда я мечтаю, блядь, в музей, блядь, чтобы приезжали иностранцы и любовались над ними. В стеклянной тюрьме, блядь. В стеклянной тюрьме, там где-нибудь на земле для этого Кремля, блядь. Те, кто может что-то начать, это люди-державники, то есть патриоты, а не манкурты. Ну, вот именно. Вот именно вот эти люди, которые, вот я тоже, когда говорю тоже, молодежь Башкортостана и Татарстана, которые пытаются переть вот со мной вместе, вот нас очень мало, так сказать, которые в действии, а которые спят, так сказать, ну, имеется в виду в ожидании, их хватает. Но у нас нет оружия. Вот в чем прикол, блядь. У нас нет оружия, нету, блядь, харакята у нас нету к этому. Потому что все думают, знаете, и я всегда вот думаю, знаете, как народ думает. Ну никто не встает же, а нахуй мне вставать. Понимаете, вот такая мысль у людей сейчас, в 21 веке, блядь. Она была и раньше. Но в 21 веке она прям изощренно такая, ну, так сказать, испорчена вообще, блядь, пиздец нахрен. Испорчена в хлам, короче. Почему? Потому что все там знают, что такое телефон, интернет. Кайф, так сказать, кайф жизни поймали. И поэтому никому не хочется, хрен знает, за что-то умирать. Вот и все. Умирают только вон, на войне в Украине умирают и только и все. Только и все. Вот это. А за то, что они, им, когда говоришь, блядь, независимость Башкортостана, Татарстана там, или Ичкерии, Дагестана, они говорят, окей, я один, пойду. А что, другие не пойдут? А другой вариант говорит, нахуй я буду идти? Пусть другие идут. Вот так, блядь. Каждый винит на кого-то, но только не на себя. Вот кто-то виноват в этом, но он крайний. Из того положения четыре аргумента всегда говорю же. Манкурты, блядь, мы, вот эти ни туды, ни суды люди, и те, которые, блядь, нахуй вообще не знают, ну, как этот, вести себя, блядь, в таком положении, блядь. Вроде бы они и топят, и в то же время, блядь, не знают, какую сторону выбрать, блядь. Вот. 4 стороны, блядь, тупизма, так сказать. Одни вроде правильные, другие манкурты, и двое неопределенно. Туды или сюды, блядь.
Поэтому нам будет очень тяжело сортировать этих долбоебских групп. Не знаю, как это будет сортировка, если мы до этого вообще дойдем еще. Поэтому хотелось бы, знаете, как сделать, чтобы у них уже не было выбора сортироваться, вот по Башкортостану и Татарстану, если, допустим, мы берем этот вопрос, чтобы их не сортировать и не сортироваться, мы могли бы просто те, кто уже есть сейчас, да, те уже, кто сейчас есть, собраться и просто уже идти на Москву. И этот момент, наш шаг, добавил бы уже тех, которые ни туды, ни сюды, манкурты, не манкурты, вот эта вся дичь, которая сидит, так сказать, в недоумении, блядь. Вот из этой группы мы уже добавили бы кого-то. Вот было бы идеально, понимаете? Но, увы, получается хрень полная. Блядь, садится, что ли? Да. Короче, зарядка садится. Вот так вот. Так, уйгуры у них в таборах рабочих на фабриках пашут. В таборах. В каких таборах? Сейчас реально может спасти ситуацию Украина. Но я уже плюнул, грубо говоря, на это спасение. Потому что это не спасение. Я же говорю, спасение Украины в их руках уже. Все, там уже никто их не спасет. Вот никто, нереально. Если они захотели бы спасать себя, допустим, да, 10 миллионов, которые недавно я услышал, помните, я уже постоянно это говорю всем, 10 миллионов не съебалось бы из Украины. Ну, допустим, миллион, да, релокантов съебалось из России, мы говорим. И это тоже вряд ли, блядь, может 2-3 ляма ушло, неизвестно из России. А тут 10 миллионов с Украины. А в Украине всего-то сколько, блядь? 40 или 50 миллионов, да? И из них 10 съебалось, допустим. Это же пиздец. Это же пиздец, блядь. Если бы из этих 10 миллионов хотя бы 1 миллион мужиков осталось бы там, они бы давно уже чпокнули в эту Москву и вернулись бы с победой. Но там горе пополам, может, служит там 500 тысяч, может, служит от силы. Еще их половина это засланные казачки с Европы. Ни хрена там нету внутри там все эти украинцы. Украинцы уже дёру дали давно уже оттуда, блядь. Там только остались те, которые вон ловят нахуй, как этих, блядь, собак. Грузят, блядь, как попало, в чем мать родила, как грубо говоря, и отвозят, и все, забирают в армию. Пизды, наверное, дают еще и забирают. Только так. Да, башкорты снегом бились против Росгвардии. Мы, казахи, в январе дрались кулаками против гранат, ружья. У меня пулевое ранение, тазобедренную часть, когда брали акимат Алматы. Вот таких людей нам надо увеличивать. Где мы? Вот где мы? Вот нет, вот в Башкортостане, в Татарстане, вот так, если мы вышли бы, я же говорю, я, если помните, говорил хотя бы от 1000 людей. С каждого, допустим, региона выйдет, это 179 тысяч будет. Или там 169 тысяч, сколько там регионов у нас и национальностей. Вот столько будет. Да пусть хер с ним, блядь, 100 тысяч пусть выйдет хотя бы. 100 тысяч. Если пойдет на Москву, это все писец. Если 25 тысяч Пригожинская армия шла, блядь, все зассали уже, блядь. А тут 100 тысяч. Это будет уже какое-то продвижение мощное. И все. 100 тысяч куда-то рвануло в сторону Москвы. Да там никто не устоит, поймите. Никто.
Вот в этом-то и загвоздка, что мы не можем вот этот народ куда-то их собрать. Куда их мы соберем? Вот, допустим, я объявил какой-то, давайте, все, давайте завтра собираемся. Да в этот момент же, блин, все дороги перекроют в России, блядь. Все перекроют, блядь. Когда вот этот народ наплыв пойдет, блядь. Там они уже все зачирикуют нахрен сразу, блядь. Допустим, с границы закроют, блядь, чтобы никто не выезжал. Или там внутри какой-то кипиш пойдет, блядь, шмон какой-то, там мужиков или что там будет. Вот такая хрень начнется. Это гарантия. Когда будет речь о том, что все, мы собираемся против Москвы. Вот такая будет она тема. Поэтому такой темы, чтобы не было, нам нужно заранее собраться. Заранее. Просто собираемся, по одному съебываемся, куда-то собираемся. Вот куда только собираться, неизвестно. Пока. Места нету. Собираться и потом уже оттуда организоваться и уже идти. Но и там будут стукачи у нас уже. И там будут у нас стукачи, которые скажут, так, Путину доложат, вот где там, блядь, в ебенях собирается такая басота, там татары, чеченцы, Дагестан, внутренние вот это регионы. И они хотят идти на Москву. Это точно кто-то уже шипанет им, блядь, нахуй. И вот этот момент захотят нас они уже уничтожать там на месте. Там, и так далее. Поэтому нужно нам такое государство, куда не сможет полезть этот путинский режим. Вот какое государство нужно, чтобы мы могли собираться. А не такое, что соберешься и там потом всех нахуй в гопку соберут и это, как говорится, отправят в Россию или там на месте же кончат нахрен нас и все. Скажет какой-то неопределенно собранная группа людей, непонятные люди, блядь, и все. Поэтому нужна та страна, которая будет, как говорится, против России, сотрудничать с нами. Только так. Допустим, какой-то анклав, как внутри Сирии, где вот этот Аль-Шара, который шел, блядь, против этого Асада, пидораса, вот такой какой-то нужно, отшиб нам нужен. Типа, блядь, как это говорят же, отчужденные или отчужденные земли. Отчужденные земли, вроде вот так. Земли вот такие нужны, которые, блядь, никому нахуй не нужны. Вот такой какой-то вот кусок земли нам нужен, где нет хозяев, блядь. И вот там уже нам движухи какие-то делать. Но опять-таки, в такую землю нахуй нам, блядь, может прилететь, пока мы там расчехляться будем, уже может прилететь что-нибудь от Путина и ёбнуть нас. И все, блядь, там будет дыра нахуй. До бездны, блядь. В России не 145 миллионов, а плюс 90 миллионов. В 2010 году в ЗАГС был скандал, что скинули инфу, а сейчас сколько живут, хз. Сейчас в Рашке в районе 80 миллионов. Вот. Да. Пишут только 140, там, чтобы шухер наводить на всю землю, блядь. Ой, дохуя, блядь. Да вот здесь есть люди, не помню, вот можно в Google задать, из Эритрии, я в тот день спрашивал, я говорю, сколько у вас людей, но я это помню, где-то 70-80, но я как понял, вроде он сказал 90 вроде бы, или я не знаю, блядь, короче, 90 миллионов, в одной Эритрии только 90 миллионов, если не спиздеть, вроде бы, 90 миллионов, а Бангладеш, я помню, вроде бы, Бангладеш, пиздец, засранная тоже страна, 180 миллионов вроде бы говорили, 180. Вот примерно что такое, блядь. Если не помню, ну, не путаю в цифрах, где что. Ну, вот такие цифры. А во всей России, когда говорят 145, ну, я что-то не больно уверен, блядь, в этом. Потому что как сказать, блядь, пол России пустая она, блядь. Пустая. В деревнях никто не живет. Считайте, в деревнях никто не живет, все в городе. Это уже означает, что нет людей, блядь. Старики все уже скончались все. Никого не осталось в деревнях. Молодежь там. А молодежь, что вы думаете, что? А это от стариков 10 детей осталось, что ли? Нихуя. 2.
от силы было, и все. От какая нахрен молодежь там, блядь? 2. Это молодежь вообще, сука, геи и лесбиянки, блядь. У них детей нет. Так что там, блядь? Что там собирать-то, блядь? Нехуй собирать там. В Индонезии можно попробовать или Афганистан, или Сирия. Индонезия не пойдет, там их Китай нервирует. Тебе, брат, нужно в спецслужбу Башкортостана, оркам жить не дашь. Я такой же ненавижу орков за голодомор казахов 27, где погибло от голода плюс 70% казахов. Ну да, вот сегодня только кому-то говорил, в Башкортостане. Потом недавно слышали же, и в Украине голодомор был, оказывается, вот это искусственный долбанный голодомор. Издевательство, блядь, мы, так сказать, наши предки навидались, но терпели. Терпели, знаете как? Я считаю, знаете, почему терпели? Порой иногда мысль такая приходит, а потому что была нищета, знаете. Терпели поэтому. Нищета. Не было ни телефонов, нихуя не было. Не было, блядь, цивилизации. Пещерная жизнь, блядь, грубо говоря, блядь. Вот поэтому и терпели. Понимаете? Нищета. Нищета, оно в каком-то моменте, как вот недавно начал кое-что изучать, в каком-то моменте выстреливает наверх, а в каком-то моменте не выстреливает. Вот из той категории. Нищета, получается, бывает терпеливая, а бывает, которая уже выстреливает. А наши, получается, не могли выстрелить. Вот и все, они терпели. Они терпели там, говорили, наверное, мы мусульмане, будем терпеть, это наша ниша, это наша ноша, блин, что-то в этом роде. И вот так они терпели. Но в итоге что? Дотерпелись. Мы вот сейчас, грубо говоря, поняли это. Теперь это наше, значит, то, что мы поняли, это мы не хотим жить в рабстве или там в нищете или в каком-то, блядь, дебильном состоянии. И это мы осознали. Почему? Потому что мы в 21 веке. А они жили в тяжелых временах, а мы живем очень в легких временах. Понимаете? Ну вот, ведем эфир по телефону, а там тогда что было, что ли? Не было. Телевизоры черно-белые, еле как, блядь, люди смотрели. И то его тоже не было, нахуй. 100 лет назад, допустим. Поэтому, исходя от этого, ну, я считаю, что мы их не можем винить, блядь. Я так считаю, потому что их винить толку-то что, блядь? Была, блядь, нецивилизованная жизнь. И когда они раз воевали в прошлом, 2, 3 воевали, долбились, поняли, что, блядь, нахуй, от этого толка нет. И поэтому они перестали и начали жить дружно. Но эти пидорасы, после такой, блядь, десна целованием, как Брежневым или с кем-то, блядь, нахуй, решили, блядь, жить дружно. И эта дружба довела их, блядь, к чему? Вот мы наблюдаем в данный момент. Поэтому мы должны это, учитывая, идти к этому. И вот я здесь вот хотел бы в Европе выступить на каком-то каком-то заседании, где я это вот как вам сегодня рассказываю, это рассказать. Порой думаю, что я, ведя эфир, я тренирую свои мысли, которые я должен рассказать выше, так сказать, стоящим людям, которые как бы имеют какую-то власть у себя. Допустим, в данный момент в этой стране, допустим, да. И говоря им об этом, я должен аргументировать это все фактами, которые мы уже пережили и которые мы можем пережить в дальнейшем. Чтобы этот косяк наш уже еще раз не пришел к нам, в котором мы живем, мы должны его уже отрезать. И вот эту всю дичь нам нужно продиктовать местному вот этому населению, европейскому какому-то населению и какому-то союзу, получается, стран, которые будут идти по нашему пути, который мы хотим, ну, так сказать, построить. Независимость, там, отделение от московского дерьма этого, блядь, и вот это. Но
чтобы это сделать, я не знаю, как и куда обратиться. Это раз. Потом, само собой, когда-то там надо будет мне что-то говорить, я там скажу, но как оно будет касаться тому, чему я должен рассказывать, и плюс вот эта тема, которую я вам говорю, оно в тот момент может и не касаться. Поэтому вот такая ситуация странная. Поэтому хотелось бы расширенно эту тему понять именно в каком-то заседании Европы с хорошим переводчиком, чтобы прям вот этот, как называется, я не помню это слово, когда переводится сразу. Вот я сказал, она перевела, а я сказал без остановки, что переводилось. Что такое, субтитры или как это называется, не помню. Параллельный перевод. Вот. И вот примерно вот таким разговором. Синхронный переводчик. Вот да, синхронный, да. Вот чтобы, блин, сразу, я говорю, чтобы пошло туда. Вот таким образом довести этому населению, довести этой Европе, что наша независимость республик всей этой гребаной России приведет к огромному какому-то дерьму, грубо говоря, блядь, против их же, самих же. Почему? Допустим, они скажут. Потому что их жизнь идет в данный момент по пизде, по идее. Потому что у них все, блядь, зависимое, которое шло в их делах, во всем шло, оно через эту газовую трубу, грубо говоря, да, это раз проблема. И вся вот эта дичь, она до такой степени расширилась, привела к геморрою с Украиной. И они сейчас, грубо говоря, со своего кармана должны рожать для этой Украины и, получается, ущемлять себя в чем-то другом. Допустим, в каком-то, так сказать, вышестоящие группы лиц здесь тоже, в 28 стран, они тоже крысы, те еще огромные. И вот этот, блядь, нахуй, образ жизни их сейчас ущемляется, так сказать, блядь. Они делят какую-то свою НЗ, чтобы помочь Украине и еще остальным беженцам. И в итоге получается это деление уже не те деньги, собранные в ООН там, или где-то там еще, где они собирают деньги, блядь, со всех стран, чтобы держать вот эти ООНовские, натовские действия. Они собирают у себя. Получается, эти деньги они просирают, грубо говоря, от себя для Украины там, и еще каких-то защитных действий, создания лишнего геморроя. Донести это нужно таким образом, я вот считаю, что этого вам не потребуется никогда, Рахмат Залаки, не потребуется эта вся дичь, когда вы дадите нам вот процесс, так сказать, независимости. Но они скажут, как мы дадим. Дадут, и это тоже конкретно им нужно будет донести. Каким образом дадут? Они дадут, что мы будем, дислокация наша должна быть где-то в Европе, я так думаю. Потому что другого варика у нас нету. Мы не можем вломиться в Казахстан и так далее, и так далее. Поэтому дислокация может быть только здесь. Вот когда у нас дислокация будет здесь, даже не в Украине, ни в каких-то, действиях, нигде. Вот именно здесь, тогда Россия, допустим, если даже захочет, рыпнуться сюда не сможет. Европа сама себя защитит. И вот в этот момент мы, подготовившись, мы уже можем диверсионными какими-то действиями идти уже на Москву. Там уже у нас не будет границ. И как раз таки граница может появиться, если мы из Европы пойдем, граница появится только, допустим, если мы пойдем через Псков, прямая Россия появится. А если мы пойдем по захваченным украинским землям, то это будет откат назад
от договорника, которые хотят они договориться, сейчас какую-то дичь несут, договорятся или нет, непонятно. Вот от договорных, так сказать, мест, которые мы могли бы идти уже возвращать. И потом возникнет вопрос, а кто вы, что вы такие, да? И скажут, а как вам, кто даст право и так далее, и так далее. И тут как раз-таки в Европе, так сказать, можно сказать, мое коронный ответ, скажем, мы-то из этой пидорасии, как раз-таки, мы-то из пидорасии, поэтому мы имеем право не спрашивать ни у кого, я всегда вам говорил, не спрашивать ни у кого, не спрашивать ни у кого, идти на наши земли. На наши земли. Хоть через Украину, нахуй, через хоть Луну, нахуй, прыгнуть туда, попасть в Россию. И это не будет нарушение пограничного контроля, блядь. Потому что мы идем к себе домой, блядь. Это раз. Пусть будет как сарказм, но это наша задача. Идти туда. И в этот момент Европа нас может всего лишь поддержать своим каким-то, так сказать, оружием или какими-то действиями своими морально-политическими, так сказать. Вот только так мы можем дойти до Москвы. А так мы, которые говорим, что вот, сейчас мы через Украину, мы через еще какую-то войну нахуй приплюсимся, блядь. Я считаю, уже эта тема уже устарела. Вот в течение 2 лет мы пиздели об этом. Украина. Ни хрена никто не взялся, ничего не сделал. Поэтому, чтобы кто-то что-то должен был сделать, нужно было делать его уже, так сказать, изначально и не доводить Украину до какого-то, до ручки, так сказать, до ручки того, что сейчас там это подписывают, вот эту всю хрень. И Путин вроде, я как понял, не соглашается с этой херней, и он пытается и воевать дальше. Поэтому оно, вот этот белоберда будет продолжаться, вот здесь недавно услышал, говорят, до 27 года. Это все дерьмо будет продолжаться до 27 года. Потом кто-то говорил, до этого, помните, раньше говорил, до 2025 года там все закончится. Вот мы 25 даже прожили, нихуя ничего не закончилось. Вот, поэтому здесь каждый будет ставить какую-то свою энную, так сказать, цифру. Но от этого у нас нету ни тепло, ни холодно. Нам ни тепло, ни холодно от этого. Вот и все. Поэтому наша задача была бы идеально так, что мы, если ради своих земель зашли бы хоть, как сказать, страдая по пути, уже мы могли бы уже, я думаю, быть уже независимыми. Но мы не хотим, так сказать, я так понимаю, умирать просто. Мы не хотим умирать. Вот если мы бы понимали бы, что если мы даже умрем, но мы сделаем независимость, была бы это уже цель. Но у нас нету этой цели. Русская община всех заебали. Думаю, что за дичь прыгает, заебала. Миллион комментариев еще. Одно и то же, блядь. Думаю, что за хрень, блядь. Вот я и говорю, заебало. Я не увидел, блядь. Думаю, что прыгает, у меня аж глаза мерещится. С русской общиной существует так, как не существует русской нации. Ну, вот я и говорю, вот именно, блядь. Я не знаю, поражаюсь над одной темой, что самое интересное, они всю Россию думают, это русская земля. Как, блядь? А с какого времени, блядь? 500 лет назад? 500 лет они так считают? В течение 500 лет они так считают, наверное, что это вся Россия. Или все-таки, как наш календарь, блядь, 2025 лет они считают, что это русская земля. Имеется в виду, 2025 лет они считают,
что это русская земля. Вот вопрос тоже интересный, блядь, этим узкожопым. С каких пор они считают эту тему русской землей? Вот интересно вообще мне. Все-таки через 500 лет тому назад или 2025 лет назад, а это русская земля? Тоже вопрос, блядь. Так. Если есть что-то новое, давайте посмотрим что-то новое. Сейчас я... такие у меня канальчики, конечно, дурацкие, я вам скажу. Не так уж супер-пуперски. Так. Вот Батыр Толпа. Вот эта группа у меня откуда-то появилась. Она была у меня раньше тоже. Вот недавно она откопалась у меня опять. Она пишет. Откуда он вытащил его. У него вчерашняя тема. 31 МСП Башкортостан. Еды нет, питается гнилой картошкой, мародеркой и объедками. Всем, что нашли в покинутых украинских укреплениях. Погибших никто не забирает, раненым не разрешают эвакуироваться в тыл. Дичь какая-то. Давайте посмотрим. Архивное видео. Какое сегодня число, пацаны? Второе. 25-й год. Ноябрь месяц, 2 число. Сидим в ходячем блиндаже, уже раздолбанном. Сюда уже и комики залетали. Все, что хочешь. Вот так живем. Нашли полугнилую картошку, которая валялась рядом с трупом. Наши нам прислали 2 банки каши и 2 упаковочки орешков. И все. Воды пьем. Да, на 6. Воды пьем в луже. Да, вода с лужи в натуре. Да, вот, слава богу, есть украинский кофе растворимый, украинский кофе нерастворимый, соль. Короче, блядь, нас хохлы лучше кормят. Да, кстати. У нас намародеренная вот это вот все с хохлов. Был бы, а там, блядь, благодаря, блядь, хохлядской еде, блядь. Да, и приправка. Мы и там еще... никак их не оправдываем. Нет, базара нет. Мы дальше идем воюем. Мы дальше и будем воевать. Но вы, сука, обеспечьте нас, блин, должным. Обеспечьте нас едой, патронами, блин, всем необходимым. Откатывайте 300, блин. Все правильно говорит. Все правильно говорит. Вот. Потому что реально просто жопа. Жрать нехер. Ходишь под грязным небом, под Бабу-Ягу попадаешь ради... Рискуя жизнью ради в натуре какой-то банки консервов. Да. 300-х, вон сидит 300-й, никто его не откатывает, никому он нахер не нужен, его прут дальше. А он ни Б, ни М, короче, ничего не будет. Рука опухшая, температура, туда-сюда, и цепь начнется, и все, и пиздец. Ну, блин, даже, блин, в соседнем, через километр вообще пацан лежит, приполз туда, блин, ноги перебиты. Ноги перебиты, нога болтается, дополз в четвереньках. Также Баба-Яга раздолбала пацана. Самое интересное, откат тоже не слышим за откат, за ротацию, вообще ни слова. Да. Смены нету никакой. Я здесь уже месяц, меня никто не откатывает, мне помыться не дают, ничего не дают. Посылки черти как делают, и все это, и очень мало еды. Все похудели, все голодают, сил никаких, даже окапываться тяжеловато. Потому что земля здесь твердая, неприветливая, мягко говоря.
Где-то есть песок, но не там, где мы, как обычно. Если бы не украинский блиндаж, нас бы здесь всех уже размотало. Да, не успели бы ничего сделать. Да. А впереди Лиман. А впереди Лиман, и нас гонят туда. 3 километра. А мы не беним, мы не кукареку. Даже сами нашли импровизированную, сделали, блин. Шашку, блин. Шашку, взрывчатку, и все, кстати, по большей части украинское. Нашли украинские подрывы, эти детонаторы полусамопальные. Вот. Ну, вот там дополнительная чека для сброса или для черти пойми чего, чтобы она взорвалась с комиком. Этот блиндаж находился в более-менее состоянии, вот его немного подразмотало. Вот. В этом блиндаже находились украинские коптерщики. Вон там от Мавика, намордников, черти сколько. Вот. Рядом лежат трупы. Трупы тоже никто не эвакуирует. Потому что эвакуационная команда просто сюда не дойдет. Просто заглушить связь хохлячих дронов заглушить практически невозможно. Там из 5, дай бог, 1 заглохнет. А остальные 4 тебя точно убьют. Выйти даже поссать невозможно. Вот так вот. Вот так и живем. Охуенно. 31-й полк, Башкортостан. ВЧ 12271, 67-я дивизия, 25-я армия. Архивное видео, какое сегодня число, пацаны, 2-е, 25-й год. Что-то такое, блядь. Вот и думайте после этого. Вот Башкортостан там, блядь, Татарстан и так далее. Ну, неизвестно, кто он по нации, вот этот. Непонятно, блядь. Немытый, небритый, хуй его знает, кто он, блядь. И после этого вы понимаете, что там происходит, блядь. Происходит хрень полная. И такой дичи, это мы один только увидели, блядь. А этого до хрена за 3 года эти, блядь. До хрена. Но все равно шунда бараса сбительная. И тут вспоминаю одну вещь. Я же не понял, что произошло. Если в курсе, что кто, ну, разные люди тут сидят, кто в курсе, не в курсе, я не знаю. Ну, певица у нас есть в Татарстане, Иркяна, ну, Иркя Исема, Иркя. У него по каким-то хуево, как, ну, увидел, ну, вчера уже увидел это ВКонтакте, читал, что его забрали силы. Его забрали силы, оказывается, мужа. И он попал под раздачу, грубо говоря. И вот он, что-то случилось, вроде бы, та-та-та-та. Блядь, чувак, короче, вроде без ноги остался, нахуй. Все-таки, блядь, допрыгался, блядь. Раз поехал, вернулся, потом раз поехал, вернулся. Ну, какой-то... Все. Без ноги вернулся, я как понял, блядь. Вот нахуй. Заебись, блядь. Артиста, жена артистка, ну, вот эта певица, а муж, само собой, уж не певец. И вот съездил, нахуй, на войну, блядь. Я не знаю, в чем прикол, блядь. Вот я не могу понять людей, которые, блядь, нахуй, сами самопроизвольно идут, блядь. Потом вот эти видосики нам отправляют, нахуй. Кому это вы, нахуй, отправляете? Ну, имеется в виду, это они сами себе отправляют. Ну, нахуй грузишь. Попадаешь, блядь. Самое интересное, знаете, у них быдло ответы, знаете, какие? Вот мы приехали, мы вот для вас это все делаем, а вы нам ничего не даете. Такое чувство у меня, знаете, сейчас вот после этого видоса появилось, то, что он на работе. Они, оказывается, на работе там. Да, понимаете? Мы говорим, блядь, вот здесь нас не кормят, нахуй, и ничего не делают. Типа они на работе. Сука, если так подумать, в армии они на работе, блядь. Реально для такой степени создать такое ебанутое население, вот это, ну, вот эти манкуртское, блядь, движение, что они думают, что они на работе, и таким образом кто-то им должен, блядь. И
слушая видео, я понимаю, что они используют вещи своих врагов, блядь. Но если, блядь, нахуй, вы же враги, а как ты, блядь, можешь использовать чужие вещи? Интересно. Зачем ты используешь чужие вещи тогда, если ты находишь еще вдобавок в блиндаже этих же украинцев? Вот логика, нахуй, ничего этот, ну, им не говорит о том, что, блядь, какой-то ебанизм у них идет, блядь. Вот, видя это видео, я понимаю, что в Башкортостане это видео они не смотрят. Это мы только смотрим, мне кажется, блядь. В Башкортостане они, может, если они зайдут, вот, вопрос на засыпку. Телеграм-канал «Вопрос на засыпку». Вот чувак оттуда его вытащил. Телеграм-канал «Вопрос на засыпку». Там 19,4 подписчиков. 19 тысяч и 4К подписчиков. Это значит до хрена там подписчиков. И вот это одно видео, которое было из Башкортостана. Может, там еще какие-то есть. Не знаю, о чем тут разговор идет. Я не ищу ваших родных бойцов, я никому не помогаю. Такой, она и что это? Ну да, это полностью дичевый канал, из дичевых каналов, которые там до хрена существуют. Из этой категории дебильных каналов, где там все и бабахнуло, не бабахнуло, все, ну вся дичь. Вот, значит, получается, этот Талпар, Батыр Талпар сидит там, в этом канале. Ну, тут нереально о чем-то даже говорить, слышать. Ну-ка, вот давайте один посмотрим, что говорит. Здесь фото, короче. Непонятно, кто такие, блядь. Ну да. Ну это те дичевые каналы, куда я даже не захожу нахрен. Это такие самые страшные конченые каналы этой пидорасии, так сказать. Да. Уже в советское время угольные предприятия варварски. Так, здесь фигня какая-то. Ну вот, здесь как раз вот 4 декабря у него загружено вот насчет Голодомора. Кто-то тут напоминал мне про Голодомор. Пусть в плен сдаются дурики, целее будут. Да они, быдло долбоебы, они друг друга жрать будут, но в плен они, наверное, думают, это, блядь, ой, блядь, это позор, нахуй. Там же с фронта показали, что листовки кидают, чтобы люди гибли за родину, и фото какого-то генерала. Ай, бля, ну да, блядь. Пиздец, блядь. Или там закинут какое-нибудь фото там, блядь. Вот фото какой-то там, допустим, или девушки, или кого-то там, нахуй. Вот если кто идет воевать там, нахуй, или там, или что-то там, блядь, подарим вам, блядь, по девушке, что-то в этом роде, да? У них какая цель, я не могу понять, блядь. Цель какая, блядь, у этих солдатов, блядь, идут, знают же, что они сейчас сдохнут. Как можно себя не любить, блядь? И вот этого я хуею, блядь, нахуй. В тупой этой войне, блядь. А когда мы говорим, блядь,
Давай пойдем за независимость, блядь. Они говорят, ты что, дурак? Ну как можно понимать, да, блядь? Ты там идешь, умираешь, а когда мы говорим, давай за независимость идем, ты что, дурак, блядь? Я сразу, блядь, на этот нацист, блядь, террорист и вся хуйня, блядь. Ужас, блядь. Вот, как раз такое напоминание. Голод 1921-22 года. Малой Башкирии и его особенности. Следует подчеркнуть, что 90% голодающих составляли башкиры, процент голодающих среди русских был невелик. Жертвами голода стали более половины башкирской и 38% татарского населения. Вот 21-22 год. Вот этот голодомор, и самое интересное, может от этого голодомора, умерла моя бабушкина мать. Потому что моя бабушка, да не может быть дальше, значит, пережила, получается, моя прабабушка и дед мой, прадед пережил это, значит, что, получается, голодомор, что ли, получается? Охренеть можно. Бабушка у меня вроде родилась 25-го года. 1925 года. Вот сейчас ей, получается, было бы 100 лет, что ли, в этом году. Охренеть. И вот, получается, а тут голодомор Башкортостана 21-22. Еще Малой Башкирии. Малая Башкирия это где? Малая Башкирия это вот внизу, вроде бы, внизу Башкортостана, Малая Башкирия. Как раз Стерлитамак, вроде вот эти места заходят, туда, наверное, попадают. Вот еще новость такая интересная. Отпечатки пальцев, роговицы, глаза, ДНК-маркеры и прочие биометрические данные возьмут у всех российских школьников. Проект уже обкатывается в 20 школах Татарстана. Кремлевский уже готовится к цифровому концлагерю. Облегчает для карательных органов процесс познания и идентификации своих жертв. Пускай никого не обманывают. Пункт о добровольном согласии. Как принято в РФИ, не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Ну вот видите, дичь каждый день какая-то происходит там, блядь. Каждый день какие-то новые темы. Ну, это уже людям не объяснить. Уфимка рассказала о том, как по капле выдавливала из себя имперскость, блядь. Ёпта, нихуя себе. Отец подвержен пропаганде, его окружение все за Путина. Я сбежала. История Дарьи Пьярсон. Маркетолог, копирайтер, блогер, родом из Уфы. До 23 года работал в девелоперской компании и в издательстве Эксмо. Сейчас давайте... Что это? Это YouTube, что ли? Это YouTube, короче. Это нахрен. Понятно. Идем дальше. Мусульманам в рядах армии РФ выдавали свиную тушенку под видом говяжьей. Подделку также экспортировали в мусульманские страны. Ну заебись, хули. Дальше некуда. Так. Хули. Такое короткое видео. Какой-то башкорт из Челябинска сидит в этом в наручниках. Башкир-контрактник из Челябинской области жалуется, что отцы-командиры хотят его обнулить.
в наручниках сидит. Заебись хули. Это удивительная вещь порой. Так. Ну вот опять началось, блядь, уебище это. Вот такие уебище. Это Симонян ебаная, мужа она, блядь. Таня, как мы помним, как ты справедливо отметил, не просто занималась пиратством всегда. Британия стала великой морской державой и вообще великой державой исключительно благодаря пиратству. При Елизавете I в 16, собственно говоря, веке. В 15 веке она с треском проиграла 100-летнюю войну Франции. 100 лет воевала и проиграла. Это кто помнит та самая война, в которой была Жанна д'Арк, я для зрителей говорю. А потом из второстепенной державы, она же была второстепенной, даже не державой, страной, на фоне Османской империи, которая тогда уже завоевала Константинополь, на фоне Испании, на фоне Португалии, на фоне всей этой эпохи великих открытий географических. Елизавета I, пираты, один из которых был ее любовником, и поднялись, и смотри ты, уже великая морская держава, и в принципе морская держава. А потом все профукали. Так вот, то, что происходит с Европой сейчас, как ее кондрючит? Ее кондрючит так, как будто она заболела бешенством. Бешенство – это единственная в современном мире болезнь, которая имеет 100% летальный исход. Если заразился бешенством и не сделал прививки, 100% умрешь. И вот симптомы у бешенства, я не видела живьем, но читала про это. И когда я в Америке училась, мы проходили в школе книжку из литературы американской, не вспомню к стыду своему, как она называлась, но вот про это. Вот симптомы происходящего с Европой, они очень напоминают. А то, что с ней происходит, правда же? Светобоязнь. Они нас почему боятся? Потому что мы несем свет. А при бешенстве один из самых страшных симптомов – светобоязнь. И дальше уже вот. Короче, пиздец, она несет пургу, блядь. Самое главное, тут че уловил, нахуй, в одном слове, блядь, ее, блядь. Они, говорит, нас боятся, блядь, нахуй. Или там, чего-то там боятся, да? Света или чего там, блядь. И самая дура, блядь, говорит, я в Америке, говорит, училась, блядь. Но если ты в Америке училась, блядь, ты что могла там научиться, блядь, нахрен? Тому, что, блядь, нахрен про Англию говорить или что-то в этом роде. Полная хрень какую-то вот несут по каналам, блядь, и наши на эту хрень клюют, блядь. И самое интересное, блядь, если Англия была пиратской, и она что-то там завоевала и не завоевала, блядь, нахуй, почему тогда сейчас Австрия, блядь, нахуй, говорит на английском, блядь. Блядь, все, что у них есть, блядь, нахуй, везде, что они, блядь, взяли, блядь, пиратским образом или не пиратским, нахрен, везде говорят на английском, нахуй. И нет у них никакого там, нахрен, такого, блядь, ебучего ущемления, как в России, блядь. Если уж на то пошло, блядь, Англия хуевая, Америка хуевая у них, это все хуево. Но если все хуевое, мы понимаем, это в каком степени это хуевое, мы понимаем это, но как в России, блядь, нахрен, сравнивать, она своими тупой головой, нахуй, я думаю, это неправильно. Поэтому, я не знаю, конечно, в этом канале, почему все это дичь идет нам. Давайте послушаем его мысли, этого Батыр Талпара. Башкирия — это русские. Такую мысль в эфире государственного телеканала высказала руководительница информагентства Russia Today Маргарита Симонян. Причем русскими она объявила и чеченцев, и татар, и якутов, и другие коренные народы. Посыл пропаганды понятен. Власть всех не существует. Устами пропагандистки Симонян говорит Кремль, обращаясь к коренным народам Северной Евразии. Полная дичь. Мы уж понятно, блядь. До этого, помните, я 2 ролика говорил, скидывал кому-то куда-то, там, где орут, блядь, в Дагестане или в Чечне, там победил русский дагестанец. И где-то там, блин, русский узбек. Русский узбек построил самсу, и там бизнес самсы.
в Нью-Йорке. Русский узбек. Охуеть можно, блядь. Русский дагестанец там, или русский чеченец победил там на, ну, где-то там на драке. В спорте, блядь. Вот такая же хрень тут. У них у всех одно и то же, мне кажется, уже даже, блядь. Тут удивляться даже не надо. Уже официально признано в Центральном военном округе, в который входит и Башкортостан, зафиксированы необоснованные приписки. Известных погибших солдат записывали в документах как дезертиров. Делалось это с целью скрыть потери и сэкономить на выплатах гробовых денег. Вот и открылось, блядь. Ну что открылось-то? Это давно уже понятно Следственным комитетом. Ну... И все скажут, блядь, нахуй. Они съебались, дезертиры, блядь, уебали в Украину, блядь, предали народ туды-сюды, блядь. Это мы уже где-то слышали. Ресурсы по серым схемам. Российский блогер, который до сегодня создавал только развлекательный тревел-контент, решил записать ролик о якутских алмазах. Вник в тему и офигел. Сюжет по остроте вышел прямо когда канала Лиги Свободы Наций. Оказалось, что неограненные якутские алмазы на миллионы долларов по серым схемам продают в Индию и Дубай. А народу Саха от всего этого богатства гулькин нос. Ну вот, а хули? Это уже ясно, дураку. Везде это... Попался башкир в группе пленных. Рассказывает, что готовили его к войне 20 дней, после чего он успел воевать 4 дня. Вот и все. Там видео, ну, я уж не стану гонять видео вам. Пиздец. Едем, что спиздили в деревне. Едим, что спиздили в деревне. А, это те же опять, что ли? Башкир Раиль в компании бомжей и бичей из ВС РФ. Остановка блиндажей без купюр. Вот, мамуль, живем в блинчике, видишь? Дядя Коля там. С протезом. Раиль с Башкирии. Сан Алтай. Челябинск. И омский бандит в углу, блядь, Эльдар. Ну я тут. Вот хавчик у нас, видишь, что спиздили в деревне. Перед кем? Мамки. Вот, видишь, что там мы готовим. Видишь, какая у нас это лампочка на ней готовим. Ну. Матушке привет от меня передай. А дядь Коля тебе привет. Желание выздоровления. Мама услышит, я как выйду на связь тогда. Вот так вот это вот наш типа блинчик. Ну. Вот и все. Блиндажи, остановка блиндажа без купюр. Заебись, хули. Ну да, до хрена чего. Тут говорить можно до утра. Так. О, давайте вот это прочитаем, наверное, будем уже закругляться потихоньку. Что ты слышишь сказать про Глобасова и Ялцинова, что они... Зачем тогда канал делался, если боишься? Что ты слышишь сказать про Алсынова, что они говорили? Канал делал, если боишься. О чем я говорил?
Что ты сышь сказать про Габасова и Алсынова, что они говорили? Зачем тогда канал делаю, если боишься? Ну-ка, напомни этот эфир. Что они говорили? Ну-ка. Что мне надо сказать, чтобы что? Что они говорили? А что они говорили? Ну-ка, напомни. Напиши мне. Во время обучения на полигоне над ним и другими мусульманами россияне издевались, не позволяли молиться, заставляли брить бороды, оскорбляли по национальному и религиозному признаку. Иностранцам пообещали службу в охране далеко в тылу и российский паспорт через полгода. Но, как водится, обманули, отправили штурмовики в Донецкую область. Там таджик несколько дней провел в руинах украинского села среди трупов российских военных, практически без еды и воды, прежде чем его нашли бойцы ВСУ. Сдавшийся в плен гражданин Таджикистана, которого принудительно завербовали в ряды российской армии, изъявил желание воевать на стороне Украины. Ну, коротко тут написано, я вот это только я вам дал как этот явное. В Уфе классно. Психически неуравновешенный СВОшка расхаживает по Уфе с ножом и в балаклаве. Пристает и угрожает прохожим. Новая элита. Время героев срочно устроит его в администрацию. Ценный кадр, пример для подражания. В натуре. Дичь какая-то бегает по улице Уфы. Уфана юлларан карагыз. Раздолбанно все. Это вообще кошмар. А представьте, это он сейчас один ходит еще. А потом вернется вся эта басота бүтін Башкортостанға. И все. Же дурдом. Моя бабушка потеряла один из братьев и сестер с голода. Это пиздец. Русских при Голодоморе с 58 миллионов стали 72 миллиона. Пипец, русские голодали. Пусть и в плен сдаются дурики, целее будут. Да у них чувство и сохранение априори отсутствует. Это точно. У них нету. У них царь сказал, так и они будут делать. Так, это мы читали. Вот Рахматов из Башкирии. Рахматов этот. Хуй один какой-то там есть же еще. Рузиле позвонили, что ее муж погиб уже на северодонецком направлении, но тело не могут вытащить. Я сделал пару звонков и сообщений в полк Башкортостан. Был накат, были потери. Многих не можем вытащить. ЛБС стоит на месте. Мне ответил высокопоставленный абонент в полку весной того года. Сейчас на этом участке армия пошла вперед, бойцов стали возвращать домой. Алка-журналист и СВОшка Рамиль Рахматов подтверждает тот факт, о котором я постоянно пишу. 31-й МСП Башкортостан – это мясное подразделение, которое несет чудовищные потери. Ну, понятно,
Понятно? 3 года и куда дели? Всегда пишет Габбасов 7 тысяч нахуй. Куда нахуй 7 тысяч, блядь? 7 тысяч там, блядь, минимум нахуй 200-300 тысяч только Башкортостаннан сыграть под Канаранда уже. Алло, пачан. Ну да, в этом канале мы понятно. Чисто такой он канал, который прям про убиты, у него все вот это, вся дичь это. Больно такой у него канал странный. Ну, Дуслар, мы уж так по-разному поговорили. Наверное, будем уже закрываться. Где и когда он знает, на митинге Алсына поставил в один ряд татар, карахалык и армян и кричал ехать домой. А Алсынов-то при чем тут? Странно, как ты хрень несешь, конечно, ты. Где и когда он знает. Что я знаю? Я не могу понять, блядь. Алсынов кричал карахалык. Кому он кричал карахалык? Ну, Алсын на последнем митинге кричал карахалык домой. Ну, это нормально. Но он явно не кричал это татарам. Это не татарам же он кричал. Карахалык он кричал, я вам откровенно скажу, кому он кричал. Тем, которые туда понаехали. Вот им он кричал. А не тем, как перевели черный люд. И Хабиров понял это правильно. Так и есть. Он кричал всем этим ебаням нахуй, армянам, там, всем, кто там понаехал туда. Вот им. Это им касалось, блядь. И по его мыслям. Там дураку ясно, как это было. Но самое интересное не в этом. То, что когда его взяли за жопу, все проебались. Все проебались. Даже когда проебывалось, я же тогда, помню, блядь, это все наблюдал, блядь. Я писал, я же вам говорю, блядь, писал везде, блядь. Мне пишут, сам, говорит, напиши. Мне ВКонтакте отвечают, блядь, сам, говорит, напиши. Ебанутые люди, блядь. Я говорю, как я им напишу, если у меня нету их, блядь, телефонов, блядь. Че я, блядь, с Алсыновым, нахуй, дружил, что ли, блядь? Я ебу, кто, ну, вообще не знаю, блядь. Чисто из-за того, что он из Башкортостана, поэтому только я, так сказать, косвенно поддерживаю. И также Габасов, или там еще кто-то там, блядь. Поэтому у меня нет таких, блядь. Я даже с Габасовым не разговаривал за все это время, блядь. Он все, блядь, куда-то нахуй гасится, блядь. И Айсен такой же. А Алсына вообще в душе не ебу, где, чего, как. Просто чисто того, что он из Башкортостана посадили. И поэтому я только, вот, как говорится, топлю за это, блядь. Что наших сажают. Как общее наших. А не так, что личное его этот какие-то действия. А насчет Карахалыка он сказал именно приезжим это сказал, а не татарам. Татары там не были, татары вообще ни при чем, там приезжие или не приезжие. Именно он смысл сказал, что армяне, блядь, вот эта вся их хуетация, которая там живет, вот для них это было сказано. Даже азиатам, наверное, это было сказано. Это точно. Это точно. Потому что для него, как бы,
в Башкортостане, если ты приехал откуда-то, значит ты не из Башкортостана. Все. Вот примерно вот эту логику он вел там в тот день. А про Карахалок это точно, я знаю, это был намек хабировской жене. И хабировской басоте, вся этой поеботине армянской, которая копает горы, вот это всю дичь, блядь. Вот им это было сказано, если уж конкретно конкретизировать. А сам человек может сказать так: нет, я думал там про какой-то Карахалок, черный люд, ну для бедных. Отмазка это, блядь, там никакие бедные нахуй. Че мы в 21 веке живем, какие нахуй Карахалок, блядь. Это выражение именно Карахалок. Я же на рынках работал, блядь, ёпта, я же торгаш, блядь, пожизненный. Карахалок, сен қайдан алдың айбірні? Ана Карахалоклар келген ярмаркаға. Шундан алдым мен. Итик, допустим, или там куртка. Карахалоктан ма? Әйе, Карахалоктан. Вот это выражение. Долбоёб, что ли, я, блядь, ёпта. Понимаете? Вот в чем прикол там был, блядь. Карахалок это когда в твою деревню или там в твой аул приезжает другая нация. Вот это Карахалок, блядь. У нас откровенно говорится: ок, кора, нахуй. Они бедные, богатые, нахуй. Ебут они, блядь. Что ли, он богатый или этот, или голодранец, нахуй, этот Карахалок, блядь. Он откуда он расчет берет, это когда он это говорит, или любой другой. Понимаете, же, блядь, нахуй. И Хабиров не долбоёб. Имейте в виду, Хабиров, блядь, не долбоёб. Вы должны учитывать это, что он не долбоёб, блядь. Он тоже оттуда же, блядь. Поэтому, когда, блядь, этот ебучий какой-то перевод потом долбил, и Габасов об этом постоянно говорил, блядь, я само собой не согласен. Карахалок это черные, те, которые туда понаехали, блядь. Что, армяне белые, что ли, нахуй? Такие же черные, нахуй. Вот и все. Вот об этом речь и была, блядь, там. Там не было другой речи и не другой отмазки. И вся суть была об этом. Ну-ка, сейчас почитаю. Алсынов на последнем митинге кричал: Карахалок домой. Так татары или армян, или только Карахалок? Что ты несешь? Вот я и говорю, блядь. В его речи он назвал татар, Карахалок и армян. Это буквально перевод. Я не могу понять. Татары при чем тут? Я про татар вообще там речь не говорил. И вообще про Алсынова и Габасова. Что за речь пошла, я не могу понять. Что за гон, я не могу понять. Суть гона в чем? В его речи он назвал татар, Карахалок и армян. Это буквальный перевод. Нихуя. Татары, Карахалок, блядь. Карахалок он имел в виду тюрков, киргизов, узбеков. Он назвал татар, назвал армян. И не ври, в его речи он назвал татар и Карахалок буквально. Не ври, в его речи он произнес именно татар и Карахалок. А армяне и грузины априори ближе к Европе, чем к Азии. И к Европе. Не, ну с армянами точно я не соглашусь. Армяне, ёпта, это все цыгане ебучие из индийской дыры, нахуй, вылезли они, ёпта. Какие нахуй Европа, блядь. Европа для них, нахуй, ближе, блядь, там бежать, нахуй, с хуем своим на руках немытых. Армяне это те, вот именно, вот армян можно сказать, что Карахалок, блядь, ёпта. Не видите, что ли, они какие, блядь? От индусов ничем не отличаются, ёпта. Если уж на то пошло, блядь. Если говорить про какой-то нацизм, блядь. Ну, я же, наоборот, против нацизма, блядь. Габасов также думает, как и Алсынов. Ну, блядь, Габасов... Я же говорил, Габасов отмазывается, что он не был с Алсыновым, блядь, не при делах, блядь. Они все же при делах, я же уже в каких-то эфирах об этом говорил, блядь. Они все были вот этими гопники, стопники, блядь, какие-то гопники они были в Башкортостане, по идее, блядь. Почему Габасов сидел?
Почему он, блядь, мочканул того чувака, блядь, в Москве или где он, блядь? Потому что он себя ассоциирует, блядь, что он башкирт. Все, типа, русский его враг. Поэтому его ебанул он. Кого там ебанул, непонятно. И вот и все. Как бы ясное дело, это нормальная тема, да? Не нравится другая национальность у него, блядь. Такая вот у него тема. Если он этого не сделал бы, может, он и не был бы никогда, блядь, за независимость Башкортостана. Вот в чем прикол. Ну, конечно, я не знаю, кого он ебанул там, блядь, русского или кого он там ебанул, тоже понять надо. Кого же он ебанул там? Я этого не знаю. Вот так вот. Я могу даже вот так сказать вам. Вот почему вы вот одну вещь, вот я не знаю, я всегда это говорил и говорю, не можете понять одну вещь. Есть люди, которые живут в Башкортостане и в Татарстане, которые могут понять, что такое Азия. Но есть те люди еще в Башкортостане и в Татарстане, которые не хотят понимать, что такое Азия. И у них сидит вот это, сука, манкурское, это не манкурское, а нацистское движение русских. В любом башкирте, в любом татаре. Это вот это выражение. Карахалак. И могу определение дать вам. Те, которые с Кавказа, это вот армяне, азера даже, турки, вся вот эта, так сказать, дичь для Башкортостана и Татарстана это карахалак. А другое выражение карахалака используется еще для узбеков, кыргызов и таджиков. Ну, для кыргызов не скажу, что, потому что в Башкортостане и в Татарстане кыргызов вы хуй найдете. Они все за москалей нахуй. В Башкортостане и в Татарстане да хуище. Это узбеки и таджики. Для них это карахалак. Даже скрывать тут нечего, блядь. Тут скрывать нечего, блядь, нахуй. Еще что могу сказать? Вот примерно я сказал. На Кавказе тоже карахалак. Азера и армяне это для них, вот для Башкортостана, один черт нахуй. Карахалак, блядь. Вот эти 12 карахалак. Я же всегда вам азеров говорю, блядь. Это рожденные дети рынков, блядь, нахуй. Мать их родила на рынке, нахуй. Это же я постоянно говорю вам, блядь. Исходя от этого, блядь, армяне и азера, это для Башкортостана и Татарстана по жизни она была карахалаком, блядь. По жизни. Его нельзя поменять, изменить, не переубедить, нахуй. Заебетесь переубеждать это, блядь. И наши Азии, вот так. Казахов и кыргызов, они уже за 3 километра знают, что это такое, кто они такие. И они карахалак им не могут это сказать. Почему? Потому что у них явно глаза узкие и так далее. Это не прокатывает. И это не работает под них. Работает только для тех, которые выглядят как кавказцы, как что-то в этом роде. А кавказы, они предполагают, это не чеченцы, дагестанцы. Это не карахалак. Это не карахалак. Для них именно те, которые не в России, это карахалак. Все, пиздец, поголовно. И это, блядь, бесспорно это, блядь, это любая бабушка подтвердит, нахуй, вот любой дедушка скажет, карахалак кемул. Ну, Кавказдан. Они знают, что такое Кавказдан, но знают, что Кавказдан это азера и армяне. Все, пизда, блядь. Вот это вот. Вот эти всякие галустяны ебаные, нахуй. Вот такие. Семаняны, нахуй. Пидорасы. Вот это дичь. Но для них эти симоняны, пимоняне, их не друзья. Потому что они против, нахуй, нацистов. Но эти чуть-чуть против других нацистов. Ну, так сказать, не нацистов, они сами нацисты, они против карахалок. Вот из этой категории. И у Алсынова такая же хуйня. Про Алсынова я еще могу сказать более так подробно одну вещь.
Алсынов, вы что хотели сказать? Алсынов что, за независимость Башкортостана с Татарстаном топил, что ли? Блядь, нихуя. Алсынов просто топил нахуй, блядь, за Куштау, блядь. Я же вам 2 года об этом долбил. Люди борются за какую-то, блядь, гору, нахуй. Ну не ебанизм ли, да? А я вам говорю, до этого говорю, да, вот сейчас сегодня в начале эфира говорю, и у меня цель земля. У этих цель гора, блядь. У Габбасова цель уничтожить Москву. Уже разница, да, ведь большая разница. Вот, поэтому тут нисхождение у нас, мы в догадках не можем жить. Вот когда Алсынов выберется с тюрьмы живой, невредимой, тогда мы поймем его действия в дальнейшем, что он сделает. Но я знаю, его действия будут такие. Выйдет он шелковый нахуй, оттуда шелковый выйдет. И оттуда, если не съебется из России, то он просто тупо будет заниматься вот этим своим, так сказать, не знаю, чем он занимался там, допустим, скотоводством внутри Башкортостана, и все. Он даже не вспомнит, кто такой Габбасов, он не вспомнит, кто такой, блядь, вообще Путин или что-то в этом роде. Все, ему мозги там въебут только так нахуй. И думаете, он выйдет и будет топить, блядь, с нами, что ли? Хуй вряд ли, блядь. Но и другой есть вариант. Если он резко выйдет и сразу съебется из России, заберет семью и начнет действие с Габбасовым, другое дело, блядь. Тут уже, блядь, по-другому мы, как говорится, будем рассматривать эту тему. Но если это не произойдет, все, пизда. Как прикол, есть же в Инстаграме. Кратковременные дожди обещают иногда так и там, что-то в этом роде. Есть же один приколист. Вот то же самое будет у нас. Вот так, я могу только вот так. Кратковременные какие-то слова могу высказать вам, а не больше, блядь. Но аргументировать их пока рано. Что они сделают, блядь, с Габбасовым, неизвестно, блядь. Апокалипсис, точно, блядь. Вот, апокалипсис, кратковременные дожди, блядь. Вот так, блядь. Ну, тяжелый случай, туванлар, блядь. Что произошло с этим долбоебом Навальным? Блядь, ёбнули его. Потом Рамиля Саитова, да? Как его правильно я произнес или нет? Она сидит. Ее психушки держали. Потом ушла, вышла, блядь, опять засунули. Ну, поймите одну вещь. Если вы действуете, вот нужно раз и навсегда зарубить себе нос. Внутри вы нихуя никому не поможете. Я как человек, который бывал, блядь, в таких местах, я вам скажу, блядь, не дай Аллаха это никому. Я вроде просто бывал по другой теме. Вообще не при делах. Я ни в каких темах я не играл, не участвовал. Просто бывал в таких местах, где тебя закрывают. Исходя от этого, блядь, я понимаю, что даже в том положении, в котором я был, блядь, не при делах вообще. И людям, которым вешают при делах в России, так сказать, блядь, какие-то придуманные, блядь, статьи, как Рамиле там и так далее, другим, блядь, психушки всякие, нахуй, как тому буряту или якуту, блядь, который шел, блядь, Путина, блядь, на место ставить, как его звали, блядь, не помню, какой-то там якут, блядь, или кто он, бурят, ставить Путина на место. Шел, блядь, не дошел, блядь, до Москвы, психушку закрыли. То же самое. Они же, блядь, адекватные люди. Нахуй их психушку закрывать. И тут то же самое. Когда Алсынов выйдет, вроде мы его адекватного, так сказать, посадили, помогли посадить, блядь. А он выйдет, хуй поймешь какой-то. Вот так то же самое. Поэтому, исходя от этого, мы понимаем одну вещь, что если мы идем, как говорится, по дороге уничтожения Москвы, мы должны так сделать, чтобы каждый, кто у нас страдает на этой теме, попадает куда-то не по теме, да ведь, значит, мы должны его или вовремя вытащить, или после этого, как он выйдет
дать реабилитационное время, так сказать, чтобы он, бля, оклемался и дальше шел с нами. Другого варианта у него нету. Или он там, блядь, нахуй станет манкуртом, или он идет с нами. Все, другого у него нету шанса, чтобы что-то делать, блядь. Ну, чтобы его опять внутри не убили, как Навального. Поэтому у нас идет такая дичь нахрен. Это кайрукка нахуй. Такое выражение у нас есть. Мы что-то всегда кому-то надеемся, говорим, давай ты сделай, давай ты сделай. Так не пойдет. Каждый берет, делает свое дело. Вот берет свое дело, он делает нахрен. Каждый. Вот только тогда будет бредамлик такыш, который мы употребляем эти слова, но нихуя мы не делаем в итоге, блядь. Нихуя бредамлик юпазда. Мы только, блядь, огрызаемся между собой, жуем друг друга, блядь, хуйней маемся на самом деле, блядь. А самое интересное, про это же я говорю всегда. И может про меня кто-то будет говорить, да мне вообще похуй. Смысл, блядь, мы не хотим меняться. Почему нам бы не поменяться? Хотя бы во время вот этой тяжелого случая, блядь, собраться, поменяться в этот момент, хуй с ним, сжать зубы, блядь, поменяться нахуй, блядь, ёбнуть эту Москву и потом разойтись. Что нас это в этом, блядь, держит? Ничего. Но знаю один секрет. Нафс. Нафс держит. Нафс мы не можем побороть свой. Внутренний нафс. И у Габасова то же самое. Если Габасов был бы приверженец настоящего ислама, прям, да, конкретного, он бы свой нафс уже засунул бы в шопу, нахуй, какого-нибудь слона, нахуй, и сказал бы, давай, Рустам, будем пиздеть вместе, нахуй. Давай, что ты хотел? Давай. Я за базар отвечать буду. Вот так он был бы. И Айсин был бы таким же. Но нет. Они не из того пирога. Забыл. Вот же о чем я вам говорил, блядь. Вот к этому вспомнил. Как раз таки не из того пирога. Почему, знаете? Потому что они родились все в России. Рожденные в России, они уже, так сказать, можно сказать, анасының qornында бұзылғанлар уже олар. Их не исправить, нахуй. Не исправить, блядь. Если он, блядь, сейчас не топит за адекватность своей нации, их не исправить. Вот эти вот ебаные 99% манкуртов, нахуй, вся дичь вот эта, она вот такая. Они все родились в России, и когда они родились в России, они же не оказались каким-то образом в Азии, блядь, или где-то там, блядь. Им мозги никто не крутил. Они как родились россиянами, и живут россиянами. И кто, нахуй, против России выйдет? В логику, вот в их бошку залезьте, вы сами себе ответьте, они не поменяются. Они реально не поменяются, они ебанутые. Почему? Для нас они ебанутые, а для них, для себя они умные, они не ебанутые, они знают почему, потому что они родились в России, ёпта. Башкортостан, Татарстан, это Россия. Все, они родились там, их как нахуй, они сами себя не исправят. Если мы только им пизды не дадим, они не исправятся никогда. Это тяжелый случай, то, что вылезли вот такие Габасовые всякие, блядь, Закаевы, еще всякая вот эта дичь, Кашаповы, нахуй. Это сенсация, блядь, нахуй. Ну и то из этой сенсации тоже толка нету, блядь. Был бы толк еще у них, блядь. Хуй с ним, блядь. А у Закаева, вот здесь вот брат чеченец говорит, у Закаева 18 тысяч армия, говорит, воюет, блядь, на стороне Украины. 18 тысяч. А у нас есть кто-нибудь из татар или башкиртов 18 тысяч? Да у нас 1800 даже нету, нахуй. 1800 нету. Не то, что 18 у нас нету, блядь. А у них 18 тысяч, блядь. Чеченцы воюют против этого московского дерьма, блядь. У нас нет этого. Ну, может, блядь, цифры, конечно, преувеличенные, но, блядь, примерно уж такое что-то можно сказать. Потому что от чеченцев можно все ожидать. Особенно, которые ичкерийцы, которые остались с тех времен, я думаю, их дохера и больше. А Башкортостан и Татарстан, да, было, что ли, такое? Башкурдистан,
Татарстан. Был какой-то отряд, что ли, раньше? Не было никогда. Откуда оно может сейчас взяться? Если только вот эта кашаповская группа какая-то, габасовская, 5 человек группа какая-то. А у меня вообще никого нету, если на то пойдет. Которые откровенно, которые показали себя. У меня все какие-то домашние пока у меня только. Вот и все. Поэтому тут получается фигня такая, что здесь хоть крути, не крути, оно идет к тому, что у нас вот эти рожденные, так сказать, российские башкирты и российские татары, мы им, блядь, больно сильно надеяться не можем. Очень даже не можем надеяться. Тут переполох только может поднять те, которые есть и будут рожденные в Азии. Потому что у нас, как говорится, кровь другая все-таки. Крути, не крути. Мы вот это больно такую, если уж на то пойдет, терпилость не уважаем. Мы терпим, раз, два терпим, 3 терпим, нахуй. Дальше уже терпим. Вот это дичь. А вы скажете, а что тогда весь Узбекистан терпит, допустим, параллельный вопрос возникает у вас, да, возникнет. И терпят почему? Потому что они у себя. Тут тоже не доебешься. Они у себя. А я не у себя. Я уже ушел от себя, перешел в Башкортостан. Поэтому вот это уже терпимость у нас не работает. Смысл, понимаете? И это не какие-то там отмазки, а это конкретная суть этого жизненного факта. Почему? Потому что переход с одной страны в другую, и ты попадаешь в так сказать, неопределенную ситуацию, что в той стране у тебя нету, блядь, нормального, так сказать, существования, качества существования земли, да? Нету вот этой, так сказать, блядь, независимости нету. И ты понимаешь, если этого нету, и ты же не вернешься, допустим, тут, оказывается, нету, я вернусь как к себе независимый Узбекистан. Я же так не могу вернуться. Тут как раз-таки о чем я говорю. За жопу надо же отвечать. Ну вот если я уже подписался, значит я за жопу должен отвечать. Даже не это, блядь. А то, что я живу, допустим, в Башкортостане, я уже оттуда куда денусь, блядь? Да я могу съебаться, как все релаканты съебаться куда-то в Узбекистан и нахуй сказать. Нахуй мне это надо, буду жить у себя теперь. Пожил я в Уфе, теперь у себя уже. Нет. Вот меня лично так никто не воспитывал вот по такой теме, блядь. Я не могу такую хуйню делать. Поэтому, исходя от этого, мы должны понять, что Башкортостан и Татарстан – это наши земли. Эти земли нужно просто очистить от, блядь, так сказать, неверующих. Как они говорят, неверных. Вот неверных надо нам нахуй ебашить там, блядь. А неверные – это москалятины. Вот и все. Там другие как бы все верные. Москалятина только у нас безалаберно, как говорится, некрасиво себя ведет. Вот и все. А местное население Башкортостана с Татарстаном мы уже будем лечить попутно уже потом. Но вот до этого лечения, я считаю, только кто-то рожденный в Азии, близок к каким-то духам Азии, вот они только могут разъебашить Москву. Другие не смогут. Внутри не смогут. Потому что их воспитание не позволит. Во-первых, и вот этот дресс-код в голове, который им впитали уже, блядь, за 100 лет этих, блядь, коммунизма, вот это у них нихуя не будет. Блядь, там будет у них ограничение, не смогут они переплюнуть его. Вот это. У них очень много минусов, нахуй. С ними тяжело, блядь. С ними идти тяжело, блядь. Сравнение уже сравнивать, я уже не буду вам сравнивать. Видите, по всяким эфирам вы смотрите, кто что говорит, оттуда вы сами и выводите результат всего, что вообще происходит. Нету у российских людей
толчка к настоящей, там, допустим, обороне, настоящему действиям, каким-то нападениям. У них нету этого. Вот и все. Потом можно было бы сказать, если бы у них это было бы, и место нашлось бы. Откуда начать, откуда зайти, где оружие взять. Все это было бы. Просто нету тех людей, которые хотят это делать. Не хотят они умирать. Шундыхан Люслар. Сагат, короче, час 20. Я с вами уже почти 3 часа 37 минут. И будем, наверное, закрывать. А то идет, я не могу закрыть. Сейчас прочитаю ваши комментарии. Тәуелсіздік, независимость. Азатлык керек бізге, азатлык. Получить независимость это одно, а удержать это другое. А если нет альтернативы, что делать? Габбасов более-менее близкий к твоим взглядам. Нужно в любом случае объединиться, иначе ничего не получится. Вот я и говорю, Габбасов же не хочет. Поэтому я говорю, что Габбасов тормозит, блядь. Тормозит. И говорю, не только Габбасов, блядь. Таких до хрена. Таких до хрена. Их, блядь, их хрен вытащишь. Они сами по себе. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все. Нет у них, блядь, объединения. Я сколько говорю, блядь. Допустим, даже вот. Просто возьмем издалека. Целое лето, блядь, вот это ебучее, которое прошло, я просил, блядь, давайте начнем какой-то бизнес. Для чего? Я вам 1000 раз уже объяснял. Никто нахуй не подписался. Я говорю, давайте начнем бизнес. Никого нету, блядь. Слились все, блядь. И там речь шла об одной вещи, блядь, нахуй. Грубо говоря, начать бизнес еды. Все. Чтобы там была вот эта тема, именно дресс-код наш. Еда национальная. Я же не говорю, русскую еду будем варить там, или украинский борщ там, блядь. Нашу, идентичную еду, нашу вот эту, блядь, азиатскую, татарскую, башкирскую, казахскую, разницы нет, любую. И вот это подгонять именно под шаблон к независимости. Под шаблон. Почему? То, что все будет оттуда доход уходить на какое-то там поддержание вот этого всего, а остальное будет складываться на оружие. Цель через это закупать оружие. Довести до такого момента, чтобы этот бизнес зацвел, и он был как бы, ну, в деле вооружения, в деле приглашения людей, в деле соединения башкиртов, татар, там всей национальности. Вот, под лозунгом азатлыга. Все действия, ну, само собой, там, мы не назовем там ресторан азатлык, допустим, или там кафе азатлык. Мы же не будем так уж писать. А идея, конечно, можно и так написать, но это будет больно не по теме. А негизе, вот это дно, так сказать, цель его, будет вот к этому идти. Почему? Потому что я лишь когда-то уже вам говорил, один чувак хотел сделать партию, партию татар. В тот день тоже я забыл это слово, партия. Вот партию татар, да? И что там в партии татар, в офис пойдешь, херней страдать будешь в офисе, пустом офисе. Что там в партии? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. А здесь вон. Здесь еда. Сидишь, там чай, болеешь, плов кушаешь, сидишь, идет разговор. В каком-то закрытом помещении. И все. Все, вот, решаются конкретные дела вот в таком темпе. Вот в таком теме. И потом уже делаются дела. И это именно в мировом масштабе того, чтобы и европейцы поддержали нашу идею именно через кухню, чтобы им доказать, что есть Башкортостан, есть Татарстан, есть Казахстан, Узбекистан, и им всем тоже нужна, так сказать,
до независимости. Нам нужна с нуля независимость, а вам довести до, как говорится, до конца независимость. Правильную независимость. Демократическую независимость, а не колониальную независимость. Независимость, которая не оторвалась от этой ебучей колонии. Вот нам надо такая уверенная, чистая такая, без примесей русского мира. Вот что-то такое. А у нас что происходит, блядь? Хрень. Поэтому я и говорю, что у нас тяжело объединиться. Объединиться тяжело. Вот всегда я сравниваю чеченцев. У чеченцев объединения тоже нету. Но как один мне чеченец сказал, пизды дать приехать можем любым нахуй группам людей. Или там, кто бурагозит. А вот помочь нихуя. Вот и все. Вот пиздец. Вот это я проверяю везде у всех. Пиздюлей приехать могут дать, допустим. А вот помочь нихуя. Получается, если у них уже пиздюлей приехать могут дать, круто. А у нас даже этого нету. За нас даже приехать пиздюлей дать никто не может. Это как раз таки тот момент, пиздюлей дать, значит, это на Москву идти, пиздюлей дать надо, блядь. За нас, за всех. Из нашего круга. Как вот? Как этот момент, да, ведь? А у чеченцев это почему не получилось на чеченской войне или там 1, 2, 3 до ума не довели? Да потому что, блядь, те 180, грубо говоря, наций напало на одну нацию. Как можно воевать, блядь? Никак. Поэтому здесь даже логически думать об этом даже тупизм. Об этом даже не то, что я проговорил, это думать даже тупизм. Там уже все ясно, блядь. Кто, что, блядь, там. И сейчас в Украине то же самое сейчас происходит. Поэтому победа Украины, я вам говорил в своих эфирах, только когда мы встанем, только тогда Украина победит. Но она этого не поняла. Нихуя не поняла и до сих пор не понимает. Поэтому украинскую тему даже затрагивать уже больше не хочу. Неинтересна она, потому что она логически, она уже давно убита. Тема убита давно уже. Но мы хотели из него сделать конфетку, но из говна конфетку нельзя сделать, оказывается. Вот так. Тяжело. Это неисправимое это состояние людей. Неисправимые. Они, так сказать, хотят не склониться, и в тот же момент идут сами как будто бы в бой, но в то же время не видят людей, которые хотят им помочь. Не видят. У них только Америка в людях, как бы кого они могут видеть, и Украина. А другие вот эти независимые страны, которые хотят независимости, у них мы не в людях. Нас они не видят. Почему? Потому что у нас нет денег. Поэтому не видят. А вот если бы у нас были бы деньги, оружие, они бы с нами в десна целовались бы, блядь. Только так. Допустим, пример это, знаете, какой? Зеленский зачем к Эрдогану несколько раз ездил? Потому что у Эрдогана 400 тысяч армии есть, блядь. И денег дохуя. Поэтому и ездил. Надо же приспособиться, блядь. Он же, как сказали, приспособленец, блядь. Поэтому он везде приспосабливается, иммунитет ищет, блядь, чтобы не сдохнуть. А у нас что? Ни башкиртам, ни татарам доступа нет, блядь, к ресурсам. И поэтому у нас нет иммунитета. У нас нет ни пистолета даже нету, нахуй. Не то, что, блядь, пули нету. Поэтому с нами неинтересно. А кому интересно, у кого нет ничего, блядь. Поэтому вот, чтобы с нами было интересно, нам нужно создать денежный поток, который будет покупать у вообще третьей стороны, допустим, третья сторона, даже той же ебаной Северной Кореи мы можем что-то покупать, если у них есть. Но у них, конечно, ничего нет. Само собой, у Японии мы можем брать,
там у Южной Кореи можем брать что-то. У кого есть оружие, мы у всех можем брать. У тех, которые не зависят ни от России, нахуй, ни от Америки. Вот с ними мы можем что-то действовать, какие-то дела делать. А для этого нужны просто прямолинейно какие-то купюры, нахуй. Какие-то купюры, которые реально могут постоянно нас обогащать к этой теме. Постоянно. И поэтому я всегда говорил, инвесторы из Башкортостана и Татарстана, задумайтесь об этом. Потому потом, рано или поздно, когда у нас все это будет, иншаллах, вам заходить захочется куда-то. Домой вернуться захочется. Но вы хуй зайдете туда уже. Это однозначно мы принципиально, я говорю, если даже я не успею это доделать, другим я буду советовать это. Пусть и меня даже, если я не успею сделать, не пускать тех, которые не вложились за независимость. Все, не пускать их, принципиально не пускать. Принципиально. Это я кому говорю примерно? Допустим, примерно такие люди кто? Отец Алсу. Алсу Сафина. А отца как? Радиф и Ралиф Сафин. Как его, блядь? Хуй этот. Вот примерно вот таких, блядь, миллионеров. Всяких нефтяных миллионеров. Еще до хуя таких. Да я же миллиардер даже не говорю. Да, миллиардер тоже есть всяко. Тот же, блядь, нахрен. Черт, блядь. Сын Рахимова, который в Австрии живет. Вот таких. Я уже один раз говорил уже про эту тему. Вот так вот. Турция вторая армия в НАТО. Вот именно, блин. Нет, самое интересное, 500 тысяч в Украине воюет, 500 тысяч, а в Турции 400 тысяч имеет армии. Я в ахуе просто. Я даже цифры запомнил, блядь. Блядь, 400 тысяч, блядь. Мне как-то я запомнил это. Почему? Потому что мне, блядь, это пиздец. Аж в бошку бьет эти цифры, блядь. 400 тысяч. Это же, блядь, это третий кусок, так сказать, один кусок из трети процента, грубо говоря, на земле есть башкортов 1,5 миллиона и чеченцев 1,5 миллиона, да? 400 тысяч только армия у турков. А у нас что? У нас что, блядь? Это кошмар. У нас людей нет, да и таких, в цифры таких. Украинцам не до нас было. Но ты прав, украинцам нужно было помогать тюркам освободиться. Вот именно. Нет, украинцам нужно было одну вещь понять. Ну видите, вот в чем прикол, блядь, там один минус есть. Я их тоже могу понять. Я же не долбоеб уж до такой степени их ненавидеть. У них, блядь, зелье евреи, блядь. Вот в чем проблема. Там, блядь, сами украинцы, вот эти хохлы, так сказать, блядь, настоящие. А не они рулят, блядь. Вы где-нибудь их видели, нет вообще? Я вообще даже уже не знаю, как они выглядят на самом деле, блядь. Как они выглядят, блядь. Я знаю только свою тетю. Знаю сестер. Вот они выглядят, да. Вот я их назову по маме украинцы. Братишка у меня вообще копия хохол, блядь. Вот их я могу сказать, что вот он украинец. Это пиздец украинец, нахуй. Но у него точно нету этих еврейских кровей, блядь. Вот это он хохол. Мой двоюродный братишка. Но где здесь, блядь, возле Зеленского хохлы? Нихуя. Дичь какая-то возле него собрана, нахуй, неизвестно откуда они родились. И сам еврей, блядь. Конечно, блядь, нахуй там хохлы не рулят, блядь. Поэтому так и происходит. А Зеленский, еврей, ненавидит мусульман. Как он приблизит нас, мусульман, блядь, в кормушку? Никак, нахуй. Никак не приблизит, блядь. Потому что, блядь, они наши враги. Мусульманские враги. Но манкурты и неверующие мусульмане этого не поймут.
Потому что они это не делят. А евреи делят по жизни. А у них это задача делить это. Примерно так. Исторически Украина и Турция имеют отношения. Да. Я второй YouTube закрыл, там уже людей нету. 169 просмотров там всего лишь. Ну, такой, да, запасной. Если вдруг вот это накроется, тут будет море общее делит. Да, сейчас почитаю вам комментарии. И самые борзые объединяются. А все начинаются с бандитизма, потому что они не боятся, на фронтах навидались, а поведут главари. Ну, этих борзых, чтобы найти, эти борзые, я считаю, что они поведенные на деньгах. Борзым только нужны деньги. Они хотят кайфовать, как в песне «Кайфовать, хочу кайфовать». Вот они кайфовать только хотят. Они не хотят на какой-то кипишной войне участвовать, блядь. Почему? Потому что у бандюган нет национальности. Нет нации у них, им похуй. Это даже, по идее, даже хуже, чем те, которые себя называют мы нацисты, блядь. У нацистов хоть есть, так сказать, уважение своей нации. А у бандюк нету. Бандиты, блядь, нахуй, разные национальности. И они, понятно, блядь, свою какую-то круг семьи, они понимают, что вот он там, допустим, татарин или там, или башкирт, или там казах, или узбек. Примерно вот эта тема. Но не больше. Не больше. Им похуй на население, блядь. Как они живут, блядь. Да они же на этом населении и обогащаются. Нахуя им, блядь, население нужно? Они обогащаются на нем. Вот и все. И они никогда не пойдут, блядь, это... Надо... Я помню фильмы, блядь, узкожопых. Фильмы узкожопых как раз созданы под эту тему же. Все типа такие тюремщики, блядь, бандиты воевали в 41-м, 45-м. Вот это я помню, даже такой фильм был. И там показывается об этом, блядь. То, что вот они воевали, бандюганы, и были хорошими для России, блядь. Это вот такой показной, блядь, фильм такой для, ну, я не знаю, может для лохов, я не знаю, для кого это фильм, блядь, создан, блядь. Ну, такой, блядь. Не скажу, что он такой правдивый, что, блядь, какие-то бандюганы топили за родину, блядь, нахуй. Может, это во время СССР были такие придроченные какие-то любители своей земли, блядь. Ну, при Каримовской, хотел сказать, при, ой, блядь, господи, при Сталине, блядь, мне кажется, не только бандит, там, любой скажет, нахуй, я люблю родину. Любой, потому что он их так к этому подвел, блядь. А сейчас нихуя. Русские, блядь, сами из своей любимой родины съебались. Как ты его подведешь к любви России, блядь? Что они положили хуй и съебались, блядь, на Россию, на всю Россию. Не то, что там на Москву, блядь, на всю Россию, блядь. Они же из всей России ползли, блядь, в Казахстан. Бежали, блядь. Ну вот, поэтому тут получается, я не знаю, блядь, узкожопым, по идее, и земля не нужна, блядь, если они дёру дали. Им не нужна земля, потому что они в крови уже, наверное, чувствуют, что у них нет земель, блядь. Бомжары гребаные, блядь. Они сами живут, блядь, на наших землях. Им нахуя нам наши земли, блядь? Кстати, блядь, интересный вопрос, блядь. Да, зачем им нужны, блядь, наши земли, которым они в души не ебут, нахуй. Кто они, что они, блядь. Им нужны ресурсы также. У них придрочка к тому, к чему. Им нужны ресурсы, деньги,
Все, вот они вот таким образом только живут. Попользоваться землями, там, допустим, каких-то захваченных их дедами землями, и все. Нажиться там, пожить тихо-мирно, без войны. Вот это им, вот эта стратегия у них, вот это только. А цель обогатить это место и так далее, у них нету такой цели. У них и нету как бы мысли к этой цели. Потому что их цель, допустим, да, гребаной России, допустим, если бы не было этой войны, они бы жили бы, и они тупо оттуда поехали бы в Москву. Все. Как истинные узкожопые. Поедут туда, и там начинают на ноги вставать. И все, они забывают о своей дыре, блядь, откуда они вылезли, блядь. С Оренбурга там они вылезли, или откуда-то, блядь. Для них это будет дырой. И все, после этого, блядь, как ты ему вдолбишь, что, блядь, ёпта ты уёбок. Ты же из дыры Бурятии был, блядь. Ну, давай подыми его нахуй на жестком таком, ну, так сказать, эквиваленте, блядь, Москве. Ну, такой уровень сделай, давай. Да никто не сделает. Помните, почему в Лас-Вегасе, блядь, казино, а почему мы давайте построим, блядь, в Чукотке или где-то там, блядь, на еврейских землях, блядь, Лас-Вегас, давайте мы тоже казино сделаем. И чё, где это казино? Где это казино? Вы видели, нет? Этому пиздежу, не знаю, может уж 10 лет, как я слышал, блядь. Может 100 лет уже я как слышал это. Казино, блядь, где-то там, блядь, на стороне там, не знаю, на какой-то Чита, Мета, короче, там, короче. В Ебенях где-то казино они хотели сделать. Где они сделали? Нет, ни хрена ничего не сделали. Поэтому нету перспективника в этой пидорасии. Нету перспектив. Вообще перспектив там нету. Если даже есть, ты должен, блядь, все под ними лечь. Если ты хочешь лечь, они есть. Не ложишься, ну, грохнут. И все. Экономика хуже, чем в трубе. Развалится, вопрос когда. Вот именно. И вот поэтому-то и психую я то, что наши еще поддерживают это. Нахрена Узбекистан с Кыргызстаном, с Таджикистаном это поддерживают? Вот в этом-то и загвоздка. Потому что и душить эту, так сказать, аждаху, да, вот эту московскую аждаху, душить нужно со всех сторон. Любым методом, блядь. Денежным, блядь, человеческим методом. Хоть как, чтобы их жизнь такая показала, что что-то, блядь, там проблемы, допустим, на железнодороге проблемы, допустим, работник не хватает, или еще где-то там. У них должно быть нехватом. Где-то что-то не хватать должно быть. Вот когда начнется нехват, ситуация будет уже, блядь, невыносимая, и они начнут завозить уже миллионами нахуй будут завозить какую-то дешевую силу, которые захотят с ними там работать и на них работать. И вот в этот момент, если не будет азиат, когда они будут уже завозить и хуйней начинать страдать по всей России, бардак начнется. Это бардак, блядь. И в этом бардаке можно было бы, наверное, начать нашу атаку. Другого варианта нету, как их, так сказать, отвлечь. Потому что пока мы зайдем, мне кажется, тут украинская война точно закончится. Все замянется, все забудется. Все начнут с друг другом дружить, блядь. В этот момент опять начинается ложная, обманная ситуация. Все такие, ой, воин, не дружно, все забыли, кто там сдох, там лям, там 2-3 ляма сдохло на этой войне. Все забудут, все начнут десна целоваться с Украиной, у них все чики-пики, газ будут через Украину проводить в Европу. Все будет вот так. Но те, которые там подобие нас топили и так далее, мы-то видеть будем другую картину. Понимаете? Им будет казаться все классно, но у нас-то ни хрена не классно, потому что независимость-то она не получила. Независимости нету, поэтому я считаю, что этот ложный,
подход. Как раз таки вот сейчас я говорю же, изучаю вверх, вниз, там всякие движухи в одной теме, пытаюсь учиться. Харам, не харам, пытаюсь вот в эту тему влезть. И вот там как раз таки там идет вопрос. Есть ложные импульсы и неложные импульсы. Вот угадать надо. А тут вот конкретно ложные импульсы, которые дает этот ебучая ситуация. Поэтому нам нельзя, так сказать, идти опять на каком-то поводу в виде навальнистов, ходорковских и всякой вот этой дичи. И поэтому, если мы попадаем опять под эту навальнятину, допустим, если Путин уйдет и Европа, блядь, вдруг захочет сказать, блядь, ну давайте, навальнисты, поставьте кого-нибудь нахуй. Хуяк ставят какого-то, блядь, хуя из Навальной группы, блядь. Все, пиши пропало, блядь. Пиши пропало. Опять кто-то захочет, блядь, договариваться с Москвой, там мы автономии будем делать, блядь, Башкортостан, Татарстан. Это опять начнется, блядь. Как на днях Габасов говорил, вылезет вот такой, блядь, Галямов, Аббас Галямов, какой-то черт нахуй, аташе, блядь, какой-то пиздалист, блядь, вылезет и начнет говорить, вот, я вам говорил, Путин нехороший, вот вы пришли, молодцы, давайте будем, короче, жить вместе, дружно, все как и раньше, там, или что-то в этом роде, и все будет опять так же, ничего не изменится. Вот примерно так. Шундых ха. Так, я почитаю. Сейчас появился казахский батальон в ЗСУ. О, машаллах. Ну это вот, это уже какое-то продвижение. Они родились в СССР, а не в России. Это разные вещи. Нет, ну да, этот вопрос, наверное, тот был. Они родились в СССР, и мы в СССР родились. Не в этом дело. Именно внутри Башкортостана, Татарстана, как они говорят, русский духом пропахло, блядь. Понимаете, вот этим русскости до хуя там, блядь, нахуй. Узкости вот этой ебучей, нахуй. Вот этого до хрена. Вот поэтому Башкортостан и Татарстан, да, и есть вот эта болезнь. Болезнь внутренности. Вот это внутренний, так сказать, запашка, блядь, вот этого гребаного, блядь, который идет с Москвы, блядь, там, где узкожопые плотно сидят вот с этих городов, блядь. Тот же Екатеринбург. Вы что, думаете, что в Екатеринбурге мало русских, что ли? Хуево туча. Хуево туча. Почему я говорю, его взять, нахуй, присоединять будем Башкортостанга? Ярты сынгана. До Екатеринбурга. Дальше Екатеринбурга же. Мы знаем, что это тоже Екатеринбургская область. Вот это как это в данный момент, да? Как это? Область, Свердловская область, да? Дальше. Дальше половину отдадим кому-нибудь. Кому там? Дальше идет что-то там Тюмень, Пумень или что там будет. Сібір татарлары, там, казахлар булганда. Мы вот так мы должны будет парчалап ташларга, короче. На части расхерачить это всю тему. Почему? Чтобы, блядь, если даже какой-то, допустим, кипиш будет происходить, чтобы одна половина нахрен у нас была, одна половина на кого-то она действовала. Ну, имеется в виду, не знаю, что там будет, допустим, Бурятия, да, или кого там мы туда поставим. Но явно между нами после Екатеринбурга и Челябинска не будет узкожопой земли. Вот после этого и получается, что если мы войдем, так сказать, такими обширными территориями в историю, иншаллах, да, то вот это рождение, так сказать, уже СССР и России, уже разница там в этой теме будет такая, что, ну как это, ну, допустим, родиться в этом в объеме, вот, о котором я мечтаю, да,
на этой земле, допустим, на большой земле Башкортостана и на большой земле Татарстана, внизу Казахстан, родится, допустим, человек, он будет уже конкретно там, даже у ускожопых, у наших, разницы нет у кого, и будет это конкретно человек, который родился внутри Башкортостана. Не СССРом, блядь, он не будет называться, никем нахрен уже будет не называться. А вот так будет он. Не будет он никогда называться Екатеринбургом, не будет называться Челябинском. Будет называться он одним словом Башкортостан. Халка. А вот ускожопые, которые там появятся в дальнейшем, да, ведь они тоже также будут иметь свои, там, так сказать, свою национальность такую же. Мы же не будем, блядь, их переделывать, как они переделывали татар. Никого не будем никого переделывать. Мы уж насчет этого уж хоть и там убивай русского, не убивай, от этого толка нету. Мы никого не будем переделывать. Нам нахрен это не нужно. Нам цель земля. Дать по башке Москвы с землей, так сказать, блядь, землю отжать. Она же у нас землю отжала, и мы должны отжать землю. А нам не нужны их, так сказать, люди там туда-сюда, нам похрен. Вот как земля придет с какими людьми, так и заберем, блядь. Мы же их не будем нахрен насильно выселять, как Сталин, блядь, выселял тех других. Мы будем выселять только тех, когда-то я уже говорил в своих эфирах, тех, которые не захотят жить в независимом Башкортостане. Вот их, но их, я думаю, будет 1% всего лишь, блядь. Их не будет дохуя, поймите. Их не будет. Кто захочет, блядь, в жилом Екатеринбурге, котором в прошлом Екатеринбург, а сейчас Башкортостан, кто захочет нормально адекватный человек покинуть эти места? Я думаю, никто не захочет. И даже из этих долбоебов узкожопых никто не захочет покинуть свои родные земли. Потому что для них оно будет родное. Родная земля их будет. Мы их нахуй там тревожить никого не будем. Только тревога будет в одном. Обучение языка. Вот за это будем дрючить нахуй. Вот как в Эстонии, блядь, в Латвии, везде дрючат, так и будет. И как и здесь, вот. Как и здесь, везде, блядь. Поехал во Францию, блядь, учи французский, нахуй. Поехал в Башкортостан, учи башкортолян. Вот примерно так. А вот в нашем... кстати, вот это еще вспомнил, заметьте. В наших республиках этого не будет. Допустим, поедем мы в Казахстан, не будем же казахталин учить. Кто захочет, будет учить. А так нам не надо это. Мы на своем будем разговаривать, стараться без употребления русского языка. Нам нужно будет искоренить это. Как раз это поможет знание других языков. Вот, допустим, я свой пример могу привести конкретным образом. Допустим, когда я туплю, допустим, разговаривая, когда не могу найти русское слово, я использую узбекское слово или татарское. Если я разговариваю на татарском и туплю, я использую узбекское слово. На узбекском ищу слова в татарском языке. Вот так и у меня и получается вот такой интересный разговор. Вот тогда, когда, иншаллах, бездада, независимость придет, мы также будем делать. Допустим, поехал один татарин или там башкирт куда-нибудь в Казахстан или в Узбекистан. И он хуяк тупит, блядь, как чок, да? И он будет вот миксовать языки. Миксуя языки, он будет как раз-таки и изучать тот язык, и в то же время давать свой язык им. И вот это будет вот так туда и сюда мотаться, и у человека будет образовываться, вот как здесь один из чеченец говорит, 8 языков знаю. 8 языков чеченец знает. Почти, блядь, ну, не почти, весь может тогда язык местного, пол Европы, короче, языка он знает. Ну, конечно, у него там 8 языков, наверное, это и русский он, наверное, обозначает, там, свой чеченский и так далее. Ну, пусть 6 языков знает, значит. Исходя от этого, внутри у него 8 языков знает. И он, получается, поехал, допустим, куда-то, знает это, поехал туда, знает это. Но у него один минус. Он не знает тюркских, ни один язык не знает. Салям вассалям, еще до свидос. Вот его один минус. Почему? Потому что если
теории дальнейшем, иншаллах, у нас будут независимые страны, мы должны будем знать хотя бы приближенно соседские языки. Приближенные соседские языки. Это какие? Это марийский, это, допустим, ну, казахский, понятно, это нам легко его выучить. С татаром еще там чувашский, чуваштеля, там дальше туда бурятские, якутские языки, чтобы не употреблять русский язык. У нас же не будет определенно одного языка. Не будет. Значит, мы должны будем фильтровать базар свой в каком-то понимании. Туда поехали, ага, значит, мы будем как-то говорить на бурятском, сюда поехали, допустим, мы будем как-то говорить на дагестанском. Вот так у нас должно быть, а не так, что, блядь, нахрен, везде будем опять употреблять русский язык. Вот поэтому наше поколение уйдет, иншаллах, после нас должно возродиться новое поколение, которое будет употреблять языки, где не будет русского языка. Вот в чем прикол. И потом вы скажете, а русские что будут делать внутри вас тогда? Вот внутри нас как раз таки, как в Узбекистане, каждый русский должен знать свой родной язык местности. Он русский свой тоже будет учить. И за этот, как бы, забывать им нахуй мы не заставляем. Ну и наш должен параллельно знать, они, блядь, от и до должны знать. Не так, что салям. И потом начинают на русском. Нихуя такого не прокатит уже. Вот это не прокатит. Вот примерно так. Чтобы, как сказать, наше поколение, которое сейчас, да, ведь есть, оно будет все равно говорить на русском. Потому что вот мы даже говорим же на русском, мы не сможем говорить по-другому. Я как и говорил, что связка слов мы будем искать какие-то другие слова. И говорить на русском. Даже, допустим, у меня вот здесь такое бывает. Допустим, не могу найти слово, допустим, на английском или каком-то на немецком языке, допустим, не могу найти. Похуй, поняла она, не поняла, я бах, что-нибудь ляпнул или на русском, или там, в крайнем случае, на узбекском или на татарском. И все, блядь, и получится какая-то хуйня. И вот и думайте после этого. У нас это будет сплошь и рядом. Потому что искоренить уже в голове чужой язык, который мы считаем чужой, блядь, нихуя невозможно. Потому что он уже наш. Он наш язык внутри нас. Потому что мы его не можем искоренить из памяти. Ведь надо, я не знаю, блядь, в голову отшибся, забыть нахрен. Это вообще все языки. А потом будешь учить нахуй с нуля все. Не дай Аллах. Поэтому лучше уже знать все языки, но максимально употреблять свой язык. Вот и все. Посмотри на Карамурзу, какой он шелковый вышел. ФСБ проработала. Думаю, Габбас такой же станет. Ну вот я и говорю. Не Габбасов, а этот, блядь, Алсынов, скажи. Алсынов такой же станет. Что я вам говорю, блядь? Так и будет, блядь. Вот, допустим, даже оно может быть так. Габбасов топит против Москвы, допустим, да? А Алсынов еще там. И вот сейчас Алсынова подготавливают, чтобы он потом, когда выйдет, может, он будет выездной. Его вытулят, допустим, Алсынова оттуда, как будто бы, как какой-то причине он будет бежать. Потом принюхается с Габбасовым. И всю инфу будет сливать нахуй Москве. Нормальная тема же, рабочая тема. Как раз я сегодня об этом вам сказал, что таких пидорасов в Турции, короче, развелось, которые стучат на людей, и потом этих людей хлопают нахуй в аэропортах в их странах. Вот и все. Засланные казачки. Засланных казачков как херова туча. Да что... Вот так вот. Поэтому я сегодня тему эфира, когда не понимал, что говорить, в голове у меня всегда вот это крутилась, эта тема. Здесь тоже среди нас до хрена таких. И я это уже начал замечать. Поэтому я эту тему и сказал. Что-то тут не то. Поэтому люди здесь, которые тусуются, тоже непонятные откуда. Вот так вот. Порой иногда даже мне страшно становится. Потому что если чувак засланный, короче,
И он может и за мной охотиться, блядь. Потому что долбоебов хватает здесь. Так что люди за деньги хоть что могут сделать. Вот так и люди приезжают из разной другой страны, приблизительно наших стран. И все, они могут там, как раньше во время Каримова на СМБ работали. Допустим, они очень много в Швеции тусили, узбеки, которые всю информацию узбеков сливали Каримову. Вот такая хуйня была. Охота, убийство, нападение. Все это дичь тоже сопровождалась каримовской хуйней, это СМБ. Служба национальной безопасности. Вот это дерьмо. Так что вот так вот, Дуслав. Поэтому это не остановится и не закончится никогда. Поэтому нам нужно очиститься быстрее от этой всей темы диктатурской и найти уже свой путь. Правильный такой. Время 2, Дуслар. Только был говорил в час, уже время 2. Короче, буду закрывать. Так что без обид. Комментарии я все не смогу, наверное, дочитать, нет? Кому что объяснять или что-то строить, если нет фундамента. В данном случае история без эфемерных понятий и знаний хрен кому что докажешь и убедишь. Ну, как сказать, результат нам, вот этот практический результат нам нужен. А практический результат появится только тогда, когда у нас будут какие-то финансовые обороты. По-другому никак. Потому что если путиносос, я уже раньше говорил об этом, покупает наших долбоебов за 200 тысяч рублей, а почему нам бы не купить людей этих же? Понимаете? А без туган там можем не 200, я вам, помните, я говорил, блядь, по 10 лямов даже мы можем давать, по разницы нету. Главное, чувак, этот должен топить против Москвы. И как бы деньги не должно быть целью в его голове. В его голове должна быть цель уничтожить Москву. А деньги это чисто сопутствующее, так сказать, времяпровождение, которое начисляется ему как, так сказать, блядь, для бонуса. А цель его больше, чем эти деньги. Допустим. Можно даже сказать, что, допустим, ему оплатили эти деньги, и те, которые с нами пошли, остались живых, и они могут даже там в каких-то приоритетах там быть, так сказать, близки к будущим чиновникам, или там работа какая-то вот чиновническая вот такая, ну что-то такое, да, понимаете, потому что и в любой какой-то войне бывают настоящие патриоты, не как вот эти долбоебы, которые идут и там едут потом обратно, блядь, без ноги, без руки, блядь. Это не патриотизм. Это просто полный этот ебанизм 21 века. И я считаю, такие вещи, ну, как бы, в будущем в Башкортостане, в Татарстане не будет прокатывать. Такая дичь, короче. Ну, и такая, так сказать, противоположное лицемерное состояние человека. Блин, нам нахрен такие нужны. А даже так, у нас наоборот казахи говорят, башкорты главные волки тюрков, наши близкие братья, как и татары, и кыргызы. Нет, вот именно, я же говорю, Кара халық подразумевается вот таким образом. Это как бы обидно звучит, но вы это должны понимать. И вы же, кто-то говорил, говори честно, какой-то вылазил хуй непонятный. Вот, вам честность, блядь. Потому что, ну, здесь невозможно обмануть, блядь. Потому что до хрена этих людей, которые я знаю, точнее, я знаю, что и до хрена этих людей, которые знают об этом. Потому что это не наебешь. Это любой Башкортостан, Татарстан, любой человек левый пусть приедет и задаст вопрос. А где, допустим, купить
допустим, блядь, ну что-нибудь такое узбекское или там азербайджанское, что-нибудь, допустим, да, слышишь, на базарға барсаң қара халық. Все, пиздец, нахуй. Не иди қара халық, нахуй, базарда. Пошел искать, блядь. Тебе же не сказали, кто они, да ведь? Тебе просто сказали қара халық. И вот ты думаешь после этого, гадаешь, нахуй. И потом ты понимаешь, это же азера, армяне, узбеки, таджики. Вот это қара халық. И это, блядь, это для них как бы обыденное, нахуй. Такой, блядь, типа, нихуя удивительно там нету. Нормальная тема, нахуй. Нормальная тема. Вот и все. И поэтому я же вам всегда говорю, как меня надо мной чмурили. Ёпта, меня как чмурили, блядь, татарлар. Говорили, Казбек, блядь, ёпта. Казбек, нихуя, да, блядь. Не узбек, а казбек, блядь. Это получается, и Кавказа они, получается, затрагивали, блядь. И узбеков, что ли? Что за нахуй казбек, блядь? Охуеть, блядь. Казбек, блядь. Хуй поймешь, блядь. У людей какая непонятно. Ты, блядь, за Хабирова? Да ну нахуй. За Хабирова, блядь. Нет, блядь, я, если даже, блядь, против даже вообще мне не касающих независимых стран президентом я хуи ложу, блядь, нахуй они нужны, блядь, им. Конечно, блядь, я против Хабирова, блядь. Я против Мирзияева, Хабирова, блядь, нахуй, всяких Тукаек, блядь, и того, блядь, Джамбулатова этого ебаного кыргызского, блядь, всяких тюремщиков. Нахуй они нужны, блядь. И этого Гандона, Туркманбаши, блядь. Пиздец, блядь. И даже в последнее время где-то что-то тут наткнулся, что-то разговор, да? Даже против... здесь на днях пиздел, блядь, с одним узбеком из Афганистана. Он говорит, что, блядь, нахуй, вот эти талибаны, блядь, тоже те еще гниды, нахуй, которые удерживают, блядь, Афганистан. Это вообще пиздец, говорит, гниды, нахуй. Они, блядь, покой не дают и туда, и не сюда, нахуй, блядь. Кстати, у них, хоть и мы говорим, вот, мусульмане, туда-сюда, блядь, ну, на голову-то отбитые они, блядь. Вот. Иногда хочется сделать отдельную тему для Афганистана, но кому это я буду говорить? Про Афганистан тоже дохуя здесь понаслышать можно. Ну кому это, блядь, я буду доказывать про Афганистан? Поэтому как бы его вот то, что иногда говорим, это хватит, мне кажется. Его больно размусоливать смысла нет, потому что там есть Талибан. И если Талибан уйдет, придет еще какая-то хуетация, и все равно народ будет в нищете. Поэтому там нужно жесткую зачистку сделать, как и в уйгурских странах от Китая, да, и там то же самое, надо, так сказать, анализ провести такой, жестко зачищать, короче, чтобы народ там перестал жить в пещерах и нашел, ну, так сказать, нашел себя в жизни, да, в цивилизованной стране, так сказать. Их страну нужно сделать цивилизацией, блядь. Не так, что нахуй пол Афганистана приперлось в Европу там или в Америку упиздило. Не так. А наоборот, на месте все делать. Чтобы они нихуя не вылазили оттуда, а жили у себя и богатели на ровном месте, там, у них. И, само собой, работая вот как раз с нами. Там с Азией, независимыми нашими республиками. Вот так. Чтобы у них был колоссальный, так сказать, объем базаров, чтобы они не только нахуй вот этот гребаный анашой торговали, а уже нормально начали жить и строить нормальные дома. Они до сих пор же мы видим их, иногда видосики мне попадаются, живут в пещерах. В Афганистане до сих пор живут в пещерах люди, блядь, нахуй. Ну, что можно сказать после этого, нахуй, блядь? Пиздец же, блядь. Колхоз, блядь. Даже шундыхаль. Вот про Туркменистан можно будет один день сделать эфир. Тоже интересная тема. Ну, видите, нет уже контингента, который это бы слушал бы или что-то в этом роде бы менял бы он, или там вставал бы за независимость, там, или как-то вот так, блин. Как бы больше агитации, как бы, да, нужно делать, а не бла-бла-бла.
Вот так вот. Ты что этот? Туганлар, будем так завязывать. А русский язык взял многое из тюркских слов. Так что понятно, что ты думаешь так. Я думаю, брат, все будет использовать английский либо тюркский общий. Ну, было бы хорошо. Почему? Потому что я думаю, английский у нас, у детей, да и у всех на зубок должно соскакивать. Вот английский мы должны знать. Вот я тоже, у меня там тяп-ляп не делайте, блядь. Вот из этого, блядь, у меня тяп-ляп нахрен язык. И поэтому у меня чисто вот такой, блядь. Ну, я не люблю учить вообще, если честно сказать, блядь, ненавижу учить, нахуй. Я какие-то ненужные языки в жизни учил, после этого не хочу учиться, вот и все. Я, знаете, как учусь на ходу. Допустим, если я где-то в каком-то теме живу, где-то, все, начинаю я учить там. Не живу там, блядь, не учу нахрен. Вот, допустим, как французский, блядь. И гребаный дурацкий язык, который нереально его учить, блядь. Потому что его сперва не учить надо, а научиться читать, блядь. А я даже в эту голову не впутывал, блядь, научиться читать, блядь. Какие-то правильные буквы, ты видишь буквы, смотришь книгу, видишь фигу, блядь, из этой категории. Нахуй его ковыркали они, блядь. Читай правильно, блядь. Правильно. А не так, что у них хрень какая-то, и ты его читаешь, как будто бы там до ре ми фа соль ля си, блядь. Вот так читаешь его. А на самом деле там написано по-другому, блядь. Если по буквам читать. Вот так вот. Тогда, Дуслар, и Сансо будем закрывать тогда. А то я уж 100 раз сказал, закрывать. Будем закрывать. Почему? Потому что этот уже реально до хрена время уже прошло. Вот так. Чуть комментарий дочитай. Ты путаешь слова, потому что исторически общий язык когда-то разделили, так как существовала Орда, а Московия всех расколола, покорила. Ну, может, казахский, башкирский, татарский — это кипчакская языковая группа. Ну, нет, может, я и не путаю языки, я не могу найти то слово, которое я должен в тот момент кому-то сказать. Допустим, китаб. Я не могу это слово найти, допустим, я говорю книга. Допустим, я говорил, допустим, на татарском или там на узбекском. И нужно мне надо это найти. И вот я на другом языке, которым я знаю, его нахожу и на этом говорю. Но это только прокатывает там, где наши языки прокатывают, а так хрень прокатит она. Допустим, вот, когда здесь был уйгур, с уйгуром, помните, да, эфир делал один день, ну, как он говорил. Вот он, допустим, не знает русского языка. Все, писец, с ним нельзя с русским общаться. Допустим, что-то какое-то слово говоришь, русский добавляем уже мы не можем анамля шулай сөйлешуге. Ол анамля сөйлешуге керек мына шулай татарша гана или там узбекша сөйлешсең, ол аңлай. А если ты добавляешь ему русский, все, он не понимает. А вот если ты ему добавишь какой-нибудь там английский, он поймет. Там, допустим, английский, турецкий, уйгурский, вот это он примерно поймет. А русский он не поймет. Почему? Потому что у него нету в Уйгурстане русского языка. Там есть китайский. А китайский он тоже нахрен, говорит, не учил. Все, вот примерно так. Поэтому в такой категории языкового употребления ты уже свое употребление, ты не можешь ему присучить, блин, этот сучий язык русский. Вот так вот. Ставайте национальными политическими нациями проще будет. Да хоть как я бы стал бы, честно, да, хоть как стал бы, блин, чтобы лишь бы встать и вот идти, короче, двигаться к какому-то цели. Кстати, Алаш-Орда хотели объединить Казахстан, Башкортостан и Татарстан в одну республику. Жаль, не смогли. Ну вот, да. Вот, видите, значит, оставили для нас. Мы должны теперь что-то делать. Понимаете? Мы должны как бы движухи какие-то делать. Но объединить, конечно, не получится.
Объединить это опять это дичь, это война, опять какая-то неразбериха. А здесь без объединения не иметь границы. Вот это идеально. Чтобы мы никогда не знали в дальнейшем, что был какой-то Куандыкский коридор, там, границы там какие-то были. Вот это. Если не будет границ и будет беспрепятственная жизнь, то ни хрена нам даже и не объединяться. Просто мы можем открыто жить. Без колючек проволок и рвов там, арыков всяких по дороге. Вот так вот. Америка отвалила, остался Китай, с ним придется как-то жить. Я из Казахстана, мы не при делах с Украиной. Пусть Москва платит, а вы отделяйтесь, она вам нахрен не упала. Ну вот именно, ну как, если брать речь о Казахстане, ну, само собой, Казахстану вообще пофиг, по идее, блин, до России, по идее. Но здесь этот пофигизм может быть таким. Когда возьмутся все земли, которые Россия, так сказать, имеет казахские земли в своих территориях, вот тогда можно уже точно сказать, что Россия нахрен не нужна. Вот после этого, когда все закончится. А до этого есть вот эти чиновники продажные, придется жить. Есть вот этот земельные моменты, придется жить, ждать. И вот такая вот тема. Поэтому здесь тоже связь не заканчивается. Закончится только тогда, когда у нас будет независимость везде. Каждый свою землю оттяпает под себя, и все, и заживут правильным образом. Хз, Украине еще репарацию нужно будет. Пусть Москва платит для себя. Африканцы, непальцы приезжают. Ну, да, он имел в виду равенство между бандитами. Ну, все, я вроде почти дочитал все комментарии. Короче, Дуслар, Туланар, будем закрываться, наверное, на сегодня. Потому что я уже с вами, оказывается, не 3 часа, а 4,5 часа уже сижу. 8 человек на эфире, 10 лайков, Рахмат. Там. Куда-нибудь репостните по друзьям, по соседям, кому надо. Хоть как кому-то. Пусть распространят. Будем закрывать. Рахмат Зур. Самые активные, оказывается, какой-то корона появляется там. Интересно, сейчас YouTube странный какой-то, интересно стал. Тогда Исансол, всем, кто был тут, Рахмат. Будем так сказать, отбиваться по шкункам, как в армии говорили. Танащуха, Йобам Дуслар, Рахмат Зур. Кто участвовал, Зур Рахмат, подписывайтесь на телеграм-канал, у меня там там, если вас нету, заходите туда в телегу. Граница Хорватия, там вот это.